Привет, это твой Таро-прогноз на май месяц. Давай посмотрим, какие события будут ждать тебя в этом прекрасном месяце. В конце, конечно же, расклада мы посмотрим для тебя свет от высших сил, от Вселенной. Может быть, ты чего-то не замечаешь. Также мы посмотрим, какие двери открываются для тебя в мае месяце и куда лучше направить свою энергию, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Сегодня мы будем смотреть на 4 абсолютно разных колодах. Они по-своему уникальны, информативные. Я уверена, что ты обязательно найдешь все ответы на свои вопросы. В видео, как всегда, для тебя есть тайм-коды, ты с легкостью можешь выбрать свой знак зодиака. Приятного просмотра! Ставь лайки и подписывайся, если ты еще не подписан на меня. Наш канал уже растет, нас становится больше и больше. Я рада каждому, добро пожаловать, и давай начнем расклад. Дорогие овны, привет! Это ваш второй прогноз на май месяц. Давайте скорее смотреть, что же вас ждет в этом месяце. Я подготовила для вас 4 колоды сегодня. Я думаю, что вам понравится. Одна колода очень особенная, я про нее позже расскажу. Итак, давайте посмотрим, что же вас ждет. Шестерка жезлов, вы посмотрите. Какой крутой расклад уже с первой минуты, просто буквально. Шестерка жезлов, победитель, то есть в чем-то вы одержите победу, посмотрите, на коне. Может быть, какое-то дело, да, завершится успехом, благоприятно для вас. Вообще в классической колоде человеку аплодируют, да, ликуют, то есть это действительно заслуженная победа. Это не хитростью взятое, да, а своим каким-то трудом. Вот, может быть, в этот момент вы что-то, может быть, вы просто купите, например, себе что-то и будете настолько радоваться, да, то есть в любом случае, если у вас была какая-то ситуация не самая приятная, то вот сейчас таки все решится в вашу пользу, то есть, знаете, Вселенная вам говорит, что май месяц, да, все будет на коне, может быть, придут какие-то новости, посмотрите, да, голубь. То есть предвестник вот этой вот победы. Давайте посмотрим, что же еще интересного у вас будет. Ну, смотрите, шестерка жезлов, шестерка кубков. Это может быть и какой-то подарок, да, кто-то вам что-то дает, кубочек. И может быть так, что человек этот из прошлого, вот, кстати говоря, да, может быть, вы узнаете, может быть, какой-то человек, например, признает наконец-таки вашу правоту, что вы были правы. Может быть, какое-то старое дело у вас, как я уже упомянула, да, разрешится, и сейчас вы получите об этом известие, да, вот от человека с прошлого, что вот, да, действительно, ваша взяла, как говорится. Вот. Вообще, может быть, какие-то, знаете, вот здесь вот черная кошка. И могут быть какие-то странные посылы о прошлом. То есть, может быть, вы будете вспоминать просто о прошлом, да, или, может быть, окунетесь в такую какую-то атмосферу, будете ностальгировать по детству, по каким-то моментам, в общем, что-то такое очень приятное, да, то есть, что будет у вас вызывать некие эмоции. Давайте посмотрим на колоде 78 дверей, какие двери для вас откроются в мае месяце. Как интересно, возьму вторую карту. Ну, посмотрите, карта суд, да, и рыцарь мечей. Вот ощущение, может быть, у вас были какие-то судебные разбирательства, да, и вы достаточно много на это потратили своих сил, но сейчас опять же про то, что придут какие-то новости, какие-то известия. Вот, может быть, вас прям преследовало это дело, это занятие, да, то есть доставляло вам не очень такое вот, знаете, дискомфорт. Правильно подобрала слово, дискомфортно вам доставляло. И вообще это вот как будто ситуация вас буквально преследовала. А может быть, человек какой-то будет за вами следить в этот период, да, смотрите осторожней, потому что вот здесь вот очень интересно. И вообще по суду это может быть, вам нужно будет обратить внимание вообще на какие-то государственные органы, да, если у вас, вы знаете, что что-то не в порядке, например, с какими-то документами или какая-то неразбериха, за вами как будто бы пристально будут наблюдать, поэтому
Во избежание вот таких вот моментов, да, здесь совет все-таки заняться вот этой всей историей, потому что вот вы как будто бы под прицелом, вы, может быть, даже и не замечаете, а за вами как бы наблюдают. Давайте посмотрим еще. Вот такая вот прекрасная колода, как и обещала, она очень особенная. Смотрите, какая красивая, какие картинки ее создала мой наставник, мой мастер, и я очень горжусь, потому что каждая картиночка, она рисовалась специально. Кто хочет такую колоду приобрести, можете написать мне, я помогу вам это сделать. Очень крутая, очень необычная, очень говорящая, поэтому я решила, что сегодня вот, чем больше колод, тем лучше и интереснее. Да? Каждая колода, она хороша по-своему. Давайте на этой колоде, она вот такая вот прям большая, увесистая, очень красивая, в таком китайском стиле. Давайте посмотрим на ней, что же вас ждет еще. И в конце посмотрим, конечно же, совет для вас, овны. Итак. Ну, для кого-то здесь, конечно, да, вот карта беспорочность и родня. Можете их разглядеть, посмотреть, может быть, вам какой-то инсайт придет, вдруг вы увидите что-то очень интересное для себя. Так, фокус. Да, и вот такая вот карта. Давайте разбирать. Ну, смотрите, беспорочность. Ощущение, что действительно, как я и сказала, у вас будет какая-то победа над чем-то, над кем-то, над ситуацией, да даже над самим собой. Да? Возможно, что-то вы преодолеете настолько, и вообще у вас как будто очищение такое вот произойдет в этот период. Возможно, кстати, будет какая-то поездка, вот в какие-то примерно, да, такие, ну, как раз у нас лето, может быть, к концу мая все цветет вокруг, то есть, может быть, какой-то загород такой вот, да, то есть на природу, может быть, вы поедете. А вообще, конечно же, упала карта, ладно, не буду ее поднимать уже. Вообще ощущение, что опять же, вот здесь, посмотрите, есть человек, который вот примерно так же, как и на той колоде, стоит и как-то вот подглядывает, да, то есть оглядывается. Вот посмотрите, может быть, у вас кто-то из бывших будет за вами активно следить, наблюдать, кто знает, но все-таки будьте внимательны, будьте, как говорится, на чеку. И карта родня. Вот, может быть, будет какая-то поездка у вас в родные края, кто знает. А вообще, если вас беспокоит какая-то проблема, есть какая-то неразрешенка, то есть вы не понимаете, да, если вы живете по какому-то сценарию, вы не понимаете почему. Вот эта карта говорит, смотрите, здесь ключ. То есть вот этот вот ключик, да, к вашему семейному древу, поэтому если есть какие-то вопросы, и вы не понимаете, почему так, обратитесь к своим родным, обратитесь, может быть, в молитве, да, перед сном попросите ваш род показать вам, может быть, помощи, может быть, благодарность им в конце концов выразить, да. То есть мы частенько забываем. Понятное дело, те, кто живы, мы с ними общаемся, кто-то не общается, но иногда, когда мы не общаемся, например, нет такой возможности, да, или в принципе нет контакта и связи, можно общаться. Можно просто отправлять запрос им, и все равно вот на уровне энергетическом мы друг друга чувствуем и мы друг друга слышим. Поэтому отправляйте запрос, просите все-таки свой род вам помочь как-то, подсказать, подсветить что-то, да, просто поблагодарить их, потому что те, даже ушедшие, да, все нас слышат, видят прекрасно, но вот мы забываем, а это на самом деле огромная сила рода. И отрицать это точно не стоит, скорее наоборот, да, это поддерживать. И давайте посмотрим на колоде Таро Светлого Пловица подсказку от Вселенной для вас.
Паж мечей, какая-то новая информация, что-то, может быть, изучить новое вам нужно будет, может быть, вы будете читать какую-то книгу, и вам в это время придет какой-то инсайт, может быть, какое-то слово, как триггер сработает, да, вы его увидите, вы поймете, вот оно что. То есть при вот моменте таком, возможно, когда вы будете что-то читать, или вы откроете книгу, вам кто-то напишет, и будут какие-то новости, или же вот все-таки я склоняюсь к тому, что это будет какой-то ваш инсайт, так сказать. Так. Ну и здесь вот девяточка у нас жезлов и королева жезлов. В чем это говорится, да? Что, может быть, вам на какой-то период нужно отгородиться от кого-то и начать творить, начать заниматься собой, больше внимания уделять себе, больше направить энергию свою вовнутрь, на себя, а не на кого-то другого. Давайте еще одну карту для вас достану, как совет. Король Пентаклей, про финансовые, да, вопросы, то есть все стабильно, все классно, если вы переживаете по этому поводу, то тут точно не стоит, потому что у короля Пентаклей все стабильно, приземленно, деньги есть, материальные вещи, да, какие-то присутствуют, то есть все в достатке, человек сидит довольный, пожалуйста, без какой-либо суеты, все прекрасно, и по королеве жезлов, да, у вас будет достаточно такая огненная, горящая энергия, захочется творить, творчество какое-то делать, да, заниматься какими-то делами. В общем, расклад, я считаю, что классный, да, единственный момент, что было здесь вот предупреждение по поводу того, что обратить внимание на документы какие-то, может быть, органы власти, если у вас вот какие-то вопросы, вы знаете, что были неразрешенные, все-таки обратить на это внимание, да, и вот тут вот еще момент, человек, может быть, какой-то из прошлого к вам придет, либо же вас просто накроет волной воспоминаний. Дорогие овны, это был ваш второй прогноз на май месяц. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, мне будет очень приятно, и наше сообщество, конечно же, будет расти. Я вижу всех, люблю вас, обнимаю, целую, прекрасного месяца. Пока-пока. Тельцы, дорогие мои, привет, это ваш второй прогноз на май месяц. Давайте смотреть скорее же, что вам приготовила Вселенная. В конце мы посмотрим подсказочку от Вселенной. У нас сегодня целых 4 колоды. Да, думаю, будет расклад очень-очень познавательный, интересный. Самое главное, что вы получите очень-очень много инсайтов для себя. Итак, давайте смотреть. Ого, карта Мир. Я аккуратненько ее вот так вот прикрою, потому что голенькая карта. Смотрите, да. У вас может быть поездка, во-первых, куда-то на расстоянии, то есть какое-то путешествие дальнее, да, все-таки. Карта Мир – это старший аркан, то есть она говорит о том, что это все-таки очень важное будет для вас событие, может быть, долгожданная поездка, отпуск, все-таки май месяц, да, уже ближе к лету. Может быть, каникулы у вас скоро, может быть, завершение, да, завершение учебы, завершение работы, завершение чего-либо, завершение отношений. Также карта мира, она может говорить, что у вас будет переход на новый уровень, то есть мы завершили с чем-то старым и вот идем в новое. Тут также может проиграться как завершение вашего какого-то процесса в жизни, может быть, цикл, да, например, 7-летний цикл у вас обновился, и в завершении у вас будет новый этап вашей жизни, где все придется делать абсолютно по новой. Так, еще одну карту с этой колоды. Король мечей. Смотрите, интересно. Король мечей, карта Мир. Может быть, вы поедете к какому-то королю мечей, да, человек воздушной стихии. Может быть, обращение по каким-то вопросам, по поездке, например, к органам власти, к юристу, может быть, подача визы, документов, да, взаимодействие с таким человеком, который работает, да, с информацией. То есть, может быть, также общение на расстоянии с таким человеком в интернете, может быть, вы познакомитесь с таким человеком, как вариант. Да, и вообще король мечей говорит здесь про ваш настрой в целом. Может быть, вам нужно больше включиться, более холодной быть, может быть, узнавать больше какой-то информации о чем-то. Если вы собираетесь, например, куда-то переезжать, хотите, например,
да, в какую-то долгосрочную такую поездку, то здесь говорится, что вам нужно все-таки это все продумать, потому что король мечей, он, конечно, логик, он стратег, он продуман такой, и здесь нужно прям смотреть в оба и продумывать все, 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 все. Так, давайте посмотрим на следующую у колоде 78 дверей. Еще какое событие для вас откроется в мае месяце? Восьмерка жезлов, круто, посмотрите, какая интересная карта. Да, здесь есть выбор, много-много-много ключей. И я думаю, что вы все-таки сделаете выбор правильно. Да, очень интересно. Может быть, ключи, может быть, вы переход на новый уровень, вы покупаете недвижимость, например, или машину, и вот у вас получается ключики ваши наконец-таки будут у вас, да, потому что завершение, может быть, давно работали, копили, например, как вариант, да, на свою недвижимость или же машину, это может быть все что угодно. И вот сейчас те самые долгожданные ключики будут у вас в руках. Может быть, какой-то выбор в плане работы, выбор в плане какой-то поездки, отношений. Да? То есть у вас много будет вариантов. Если вы переживаете, из чего выбрать, то посмотрите, вариантов много, по крайней мере, они у вас есть. Да? И здесь вот как раз-таки про короля мечей, да, как мы уже посмотрели, я сказала, что вам нужно быть очень сконцентрированной, хорошенько обдумать, может быть, узнать какую-то информацию лишний раз, да, переспросить что-то, посоветоваться, может быть, еще с кем-то, с каким-то специалистом, да, потому что на карте мы видели, она, кстати, упала, поэтому я не буду ее доставать. Но я думаю, что вы запомнили, если нет, то отмотайте видео назад, посмотрите. То есть два человека, да, может быть, какого-то специалиста вам нужно будет нанять, чтобы сделать какой-то вот правильный выбор из всех вот этих вот ключей, выбрать тот самый ключ, подходящий для вас. Давайте еще посмотрим. Карта суда, посмотрите, может быть, обращение в судебные органы, да, как вариант, вот зачем-то, может быть, завершение как раз-таки каких-то судебных процессов, потому что вот карта мир, король мечей, да, она вот об этом и говорит, дорогие тельцы, что здесь какая-то вот дверь, она закрывается, может быть, решение какое-то, да, с органами власти, может быть, вы как-то сотрудничали, ждали какого-то ответа, вот сейчас этот ответ придет. Но вот здесь вот очень интересно, потому что люди ругаются, они разбираются, да, 3 человека, и здесь не факт, что, может быть, вам понравится решение, вот, которое вам выдадут, так сказать, да, поэтому все-таки, ну, вот здесь вот вообще предпосыл такой, что король мечей, может быть, вы допустите какую-то ошибку, вот если у вас есть какие-то моменты с документами, как варианты, вы знаете, что что-то там не так, или вы про что-то, может быть, забыли, и потом это приведет вот как раз-таки к каким-то разбирательствам, каким-то ссорам, вот, дабы этого избежать, будьте тем самым продуманным королем мечей, перепроверяйте всю информацию, чтобы выбрать правильное направление, правильный ключ. Может быть, вам кто-то что-то посоветует, а это будет вот вообще абсолютно противоположность какая-то, да, от того, что вам нужно. Поэтому, чтобы этого избежать, чтобы все было справедливо, ну и вообще здесь говорится о том, что ситуация, если у вас, например, уже есть такая ситуация примерная какой-то несправедливости, то вот в этом месяце, в мае месяце для тельцы для вас включается аркан справедливости, и, конечно же, то есть если что-то вы делали не так, например, то сейчас время, когда все-таки справедливость, она восторжествует, да, то есть если вы делали что-то хорошее, то, конечно же, вам это вернется. Если вы делали что-то плохое, где-то косячили вдруг, то тоже придется все-таки отвечать за свои какие-то проступки. Да, вот Вселенная, она, конечно, такая интересная. Так, давайте посмотрим на вот такой вот прекрасной моей новой колоде от моего наставника. Колода называется «Чудеса Эдзинь». Прекрасная колода. Мой наставник сама рисовала, Надежда Беспалова, очень горжусь. Каждую карту она разрисовывала сама.
Кому нравится вот эта колода, кто хочет ее приобрести, можете написать мне, я могу вам это сделать. Очень крутая, очень говорящая, давайте посмотрим на ней также подсказочку для вас и в конце совет от Вселенной. Карты достаточно увесистые. Ну, посмотрите, возврат. Карта возврата. Может быть, возвращение в какие-то прошлые отношения, что здесь все-таки два человека. Да, очень интересно. Рассмотрите эту карту. Здесь вот цифра 7, 7, 7, 7, 7 и 24. Может быть, 24 числа или же 7 числа, как вариант, кто-то или что-то к вам вернется и вот даст какой-то ключик. Посмотрите, какой-то ключик, может быть, от своего сердечка, как вариант. Да, вот. Может быть, возврат в какую-то ситуацию, опять же, да, которая вот вас триггерит, то есть что-то из прошлого может вернуться. Может быть, вы дело какое-то не сделали, вам придется опять туда вернуться. И опять же, да, вот по карте справедливости, то есть, может быть, вы с кем-то поступили несправедливо, или кто-то с вами поступил несправедливо, может быть, в отношениях как-то было, да, не очень красиво вы разошлись, но сейчас вот будет возвращение всего, что, допустим, накопилось, да, вот что вы, какие вы сокровища накопили на небесах, вот так вот оно к вам и вернется. Но я верю все-таки, что вы делали хорошие, добрые дела, поэтому к вам придут классные возможности, и вот этот самый ключик, это будет ключик от счастливых, прекрасных событий в вашей жизни. Давайте еще одну карту для вас достану, Тельцы. Угу. Посещение, приближение. Но опять же, посмотрите, еще и два человека здесь нарисованы, да. То есть может говорить о том, что кто-то к вам все-таки нагрянет, поэтому ожидайте. И также очень важное, да, здесь 19, число 19. Ну, смотрите, эти даты 24, 7 и 19. Может быть, это как-то у вас связано будет. Очень интересно, пишите в комментариях. Давайте, конечно же, посмотрим для вас подсказочку от Вселенной. Что она вам хочет сказать? Может быть, вы чего-то не замечаете, чего-то не слышите, она вам уже трубит просто, а вы все еще сидите и не хотите на это обращать внимание. Вот поэтому давайте все-таки мы раскроем ту тайну. Интересно, как восьмерочка кубков. Сейчас хочу еще карту достать. Тройка мечей. Уход от разбитого сердца, дорогие тельцы, да, хочет она вам сказать, нужно что-то оставить в прошлом. Смотрите, вот может быть весь расклад и говорит о том, что наконец-таки уже уйдите и смотрите в светлое будущее, оставьте уже эту палку позади себя, смотрите вот туда, потому что там прекрасные горизонты вас ждут. Да, то есть, может быть, вы попрощаетесь с каким-то человеком, может быть, у вас какие-то качели туда-сюда, приходим, уходим, ругаемся, миримся, возвращаемся. Но здесь совет от вас, от Вселенной для вас, конечно же, оставить вот эти все муки, страдания, но вам не нужно. Не тратить свою энергию и время на вот это вот все. Все можно оставить и можно... Совсем можно справиться, да? Нам не дают какие-то сложные задачи, что мы не могли бы с ними справиться. Все, как говорится, дается по силе. Поэтому, дорогие тельцы, я верю, что у вас все получится, вы сделаете тот самый правильный выбор, вы выберете тот самый ключик для себя, который приведет вас в итоге к счастливым, прекрасным переменам в вашей жизни. Я желаю вам прекрасного месяца, будьте счастливы, будьте в потоке, ставьте лайки, подписывайтесь и принимайте расклад, пишите комментарии, мне будет очень приятно. Пока-пока! Близнецы, дорогие мои, привет! Это ваш второй прогноз на май месяц. Давайте скорее смотреть, что же вас ждет в этом прекрасном месяце, какие все-таки загадки вам придется разгадать, что приготовила для вас Вселенная. В конце, конечно, посмотрим для вас подсказочку от высших сил. Так, две карты, даже три буквально вывалились у меня. Ну, давайте смотреть, раз уж выпали, так посмотрим, да. У вас какое-то ожидание чего-то, ожидание какой-то информации, каких-то счастливых новостей. Вот если вы сейчас зависли в каком-то, да, состоянии ожидания, может быть, как будто у вас ничего не двигается сейчас, ощущение, да, что вот вроде бы урожай посажен, но вот где вообще, где результат, где плоды моей работы, да, вот вроде вот все.
а вот собирать еще как будто бы рано, то есть приходится все-таки ждать. Но тут вот, смотрите, туз мечей, да, тройка кубков говорит нам о том, что информация придет, и будет она, конечно же, в положительном ключе, то есть какая-то победа вас ждет, дорогие близнецы. Ну и, конечно же, радостное событие в кругу, может быть, друзей, близких, времяпровождения, может быть, достаточно веселое. А вообще тройка кубков еще может говорить о каком-то треугольнике, в котором вы нечаянно окажетесь, поэтому будьте, конечно, внимательны. Или, может быть, вы получите информацию, да, может быть, какой-то человек заставлял вас сомневаться, ждать, вот вы в каком-то зависшем, непонятном состоянии находитесь, и сейчас вам придет информация о том, что ну вот кто-то там, да, есть, да, третий человек, ну не обязательно это какие-то любовники, любовницы, да, но вот третье лицо там замешано во всей вашей истории, и вы получите какой-то знак так точно об этом всем мероприятии. Давайте посмотрим, какие двери для вас будут открываться в мае месяце на колоде 78 дверей. Ого, туз пентаклей, посмотрите, круто, круто. Туз пентаклей, какая-то возможность, начало, посмотрите, она сидит, у нее все ключи в руках. То есть действительно будет возможность выбора, вы сможете открыть, здесь прям 4 ключа. Прям несколько дверей сможете открыть, вы представляете, целая связка ключей, то есть выбор какой-то будет, для вас откроются какие-то новые двери, новые шансы, все-таки пентакли это земная карта, да, то есть это все-таки про материальные возможности для вас откроются, может быть перспектива на новой работе, или же ваш бизнес, например, будет расти, развиваться, да, то есть выход какой-то вот на новый уровень, по крайней мере туз пентаклей это обещание того, что так будет, да, есть возможность. Вам Вселенная говорит, что вот набери, пожалуйста, выбирай, да, и ключи, связка ключей об этом как раз таки говорит, что все-таки варианты вам будут предоставлены в мае месяце, и вы так точно будете довольны. Посмотрите, она сидит, и у нее все прекрасно. Может быть, вы приобретете дом как вариант, да, может быть, даже какая-то ипотека, кредит, неважно что, но это вас точно будет радовать и устраивать 100%. Так, давайте посмотрим еще, какая дверь. О, десятка жезлов, вы уходите от какой-то ситуации сложной, тяжелой даже для вас, я бы сказала. То есть вы смотрели на весь этот цирк, происходящее вокруг вас, сейчас вы скажете, ну все, сколько уже можно, да, вот, потому что, ну, уже пора поставить точку. Сложновато как-то, может быть, было временами, да, но вот какой-то, может быть, проект вы захотите завершить, и вот сразу после упала карта. Я думаю, что вы запомнили, как она выглядит, да, и сразу после идет туз пентаклей, то есть оставив что-то позади, отказавшись от чего-то, вот какую-то ношу вы на себе тащили, может быть, вы ее сбросите, какие-то обязательства, может быть, излишние, кто-то на вас навешал, да, и сейчас вы скажете, ой, это все, хватит уже, я в конце концов хочу пожить для себя, ну, кто знает, такое тоже может быть. И вот здесь вот у вас сразу шансы подкатывают, приваливают, да, то есть подумайте над этим так точно. Давайте посмотрим еще на одной колоде. Прекрасная колода, ее создала мой наставник. Колода называется «Карта чудеса и дзинь». Такая вот интересная. Так, у меня здесь карта кверх ногами. Такие вот интересные картинки. Надежда Беспалова сама ее рисовала. Кто хочет приобрести эту колоду, пишите мне, я вам помогу это сделать. Колода очень говорящая и прям очень такая красивая, эстетичная, все как я люблю. Вы у меня тоже эстеты, я знаю, что вам нравятся красивые колоды. Давайте смотреть на этой прекрасной колоде. Она достаточно большая, поэтому тасовать ее как обычную колоду я не могу, поэтому я ее аккуратненько перемешиваю для вас. Ну, смотрите, здесь карта, разглядите ее, хочу, чтобы фокус взялся. Так, пожалуйста, да. Переразвитие малого,
То есть, возможно, в этот период у вас вот как раз-таки, да, десяточка жезлов была, вы что-то сбросите с себя, может быть, это просто был проект, который уже давным-давно нужно было оставить, может быть, работу, может быть, отношения, которые вот вы уже тащите вот на себе, и вам настолько сложно. Ой, как интересно, у меня здесь еще девяточка мечей вот лежит, да, карта прямо вот так вот выползла. Может быть, вы просто сами себя ограничивали, вы думали, что я не смогу, мне не получится. По девятке мечей, да, это какие-то вот ограничения. Но сразу здесь вот у меня после девятки мечей идет десятка кубков. То есть, избавившись от вот этих ограничений своих, каких-то страхов, надуманных, которые вам абсолютно вообще ни к чему, они вам мешают, у вас начинается, посмотрите, туз пентаклей, да, вот, который благополучно упал на пол, сразу туз пентаклей, то есть все ключи, все двери для вас открываются, какие-то новые возможности. Здесь также говорится переразвитие малого, и обратите внимание, что вот над головой у них целый замок. То есть нужно мыслить широко, нужно загадывать какие-то большие желания, не просто какие-то мелкие, да, а делать это прям масштабно, не бояться, не позволять себе соглашаться на что-то меньшее, потому что вы сами себя лишаете тем самым вот этой вот десяточки кубков, поэтому однозначно здесь нужно мечтать, не сидеть, потому что, смотрите, опять же, да, он сидит, он не закрыт, да, не закован во что-то, то есть все открыто, но человек сам сидит себе, напридумывал что-то, грустит, то есть, ну, по факту, даже птицы на него смотрят и удивляются, говорят, ты чё, блин, сидишь, давай двигай, давай что-то делай. Вот решитесь на этот шаг, оставьте вот это все, и смотрите, у вас просто сразу же вы растете, и здесь также у вас, так, фокус, хочу показать, сразу же здесь ключик, смотрите, да, везде у нас ключики. На карте туз пентаклей у вас был ключик, который говорит о том, что сможете, там даже не один ключик, а несколько, поэтому точно сможете открыть те двери, которые вам нужны, 100%. Давайте посмотрим для вас подсказочку от Вселенной на май месяц, что она вам хочет сказать. Может быть, вы чего-то не замечаете или закрываете глаза, не хотите это замечать. Все мы этим грешим. Давайте будем честны. Я в том числе. Иногда просто живешь в каком-то вакууме и вот по какому-то шаблону. И потом в один момент тебя вот так вот включает, и ты такой, ого, что можно было иначе? У нас мозг привык работать, да, шаблонно, чтобы не тратить энергию, чтобы себя лишний раз обезопасить. Порой даже не понимая, в каких условиях мы живем, мы продолжаем это делать изо дня в день. К сожалению, вот так мы устроены. Поэтому, конечно, самая огромная борьба – это борьба с самим собой изо дня в день. Чтобы что-то, даже малейшее изменить, просто нужно какой-то колоссальный труд применить, приложить. Да? Так, давайте смотреть. Ого, карта Иерофанта, да вы посмотрите, высшие силы просто вам говорят, что вот мы тебя поддерживаем, мы тебя слышим, может быть, вам нужно почаще к ним обращаться за помощью, за подсказкой какой-то, перед сном вы ложитесь, обратитесь к Вселенной, да? Может быть, к Богу обратиться, к тому, в кого вы верите, к тому и обращайтесь. Да, как вам чувствуется, как вам нравится, но обратитесь и попросите помощи, какого-то, может быть, совета, какого-то знака для вас, да, может быть, больше уверенности, показать, что на самом деле происходит, чего вы не замечаете, но высшие силы здесь вас слышат, они говорят, что мы тут, не забывай, может быть, поблагодарить нужно, да, или наоборот попросить о помощи. Так. Ну, смотрите, десяточка кубков, второй раз она у нас мелькает, да, на двух колодах уже, как интересно. Может быть, какой-то романтический настрой, может быть, вы кого-то встретите, и это сначала будет такая романтическая, легкая история, которая доставит вам кучу удовольствия, а возможно, тот самый человек будет вам дан для построения семьи.
да, для изобильности. Посмотрите, дети здесь прыгают, да, полные чаши. То есть, казалось бы, что-то несерьезное, не особо важное, да, какой-то легкий флирт, романтичность, но это может привести, завести вас очень-очень даже далеко. Поэтому не отвергайте романтические какие-то истории. Если вам кто-то предлагает, может быть, на свидание, согласитесь, поедете, почему нет? Никто не знает, как это может обернуться в конце, вот обычно так и бывает. Дорогие близнецы, это был ваш прогноз на май месяц. Прекрасного вам месяца. Ставьте лайки, не забывайте про комментарии. Наше сообщество растет, я буду только рада. И, конечно же, будет больше контента полезного для вас. Я вас люблю, целую. Пока-пока. Раки, дорогие мои, привет, это ваш прогноз на май месяц. Давайте скорее смотреть, что же вас ждет в этом месяце. И в конце мы посмотрим совет от Вселенной для вас. Она хочет вам что-то рассказать. В конце посмотрим, что же. Может быть, вы чего-то не замечаете. Да? Пришло время, наконец-таки, открыть глазки. Итак, давайте смотреть. Первая карта. У нас сегодня будет 4 колоды. Итак, первая карта у нас карта умеренности. Может быть, вам нужно обрести гармонию, наконец-то, да, или карта говорит о том, что май месяц будет для вас достаточно гармоничным, спокойным, да, размеренным. Так, давайте посмотрим еще, что же это такое вас ждет. Ох, как интересно. 3 карты достал, 2 дополнительные карты вот к этой, чтобы было какое-то прям четкое понимание для вас. Итак, расшифровка. Да, что мне здесь видится. Смотрите, от чего-то вы отказываетесь, да, и вот как раз-таки у вас наступает эта вот гармония. Может быть, наконец-таки наступил момент, дорогие раки, что вам нужно уже сказать нет, закрыться от чего-то, закрыть на это даже глаза, да, и вот как бы все, отгородиться от этого, сказать нет, хватит, мне больше уже не надо. То есть даже мысленно про это забыть и поставить уже такую жирную точку, а не запятую. И тогда у вас будет вот эта самая гармония. Также при этом, да, триплете у нас, при этом раскладе, как только вы отказываетесь, во-первых, вы обретаете гармонию, спокойствие, и тут же что-то новенькое у вас наклевывается. Может быть, новое какое-то дело, новая какая-то энергия, да, вот Паш, ему все интересно, ему все хочется, вот это как ребенок, да, такая достаточно детская карта, когда человеку все хочется, все нужно, он еще не знает, он только-только начинает путь, может быть, начало каких-то новых событий в вашей жизни в этот период будет, дорогие раки, но нужно все-таки взяться силами и чему-то сказать нет, что-то поставить на паузу, от чего-то отказаться, остановить, может быть, даже остановить свой какой-то поток мыслей по поводу какой-то ситуации, чтобы там, да, не выстраивать себе воздушные какие-то замки и сказать себе, так, все, хватит, закрыть уже эту тему, закрыть этот гештальт и пойти дальше. Может быть, вы о чем-то мечтаете, как вариант, да, и сейчас уже пришло время, все, хватит уже додумывать, давай уже пробовать, давай все-таки действовать. Как интересно, у меня карта звезды тут мелькает, она немножко голенькая, я поэтому ее прикрою, чтобы YouTube нас не забанил за это, потому что они, конечно, такие ребята. Так вот, карта звезды, будете сиять. Может быть, исполнение какого-то желания, может быть, вы зря, например, переживали там, да, или зря обдумывали, думали, может быть, себя, в конце концов, отгораживали, да, не допускали себя почему-то до этой самой мечты. И также по умеренности это может быть вот это вот перегонять из пустого в порожнее, как говорится, да, то есть, ну, вот это вот выбирать что-то, сомневаться, а здесь говорится, что не надо сомневаться, потому что, как бы, вот если вы будете тем самым пажом, пойдете хотя бы в этом направлении, хотя бы ляжете в этом направлении, в конце концов, то вот исполнится ваше желание, карта звезды, посмотрите, да, может быть, вы будете сиять в этот период, май месяц для вас прям звездный час, не упустите его, оставьте свои сомнения, страхи, все что угодно, все, что вам препятствует, мешает, вот оставьте это позади, май месяц вперед, действуйте, пробуйте, делайте что-то. Еще одну карту.
О, девятка кубков, да вы посмотрите, прекрасно. Карта звезды, девятка кубков, наслаждение, наслаждение жизнью, удовольствие, да, полные чаши, может быть веселье, какой-то праздник, смотрите. Да, может быть, вас кто-то пригласит, как вариант. Вот. Здесь также не забывайте помогать да, кому-то, то есть вам это может доставить удовольствие, может быть пожертвования какие-то, да, вот благодарность кому-то выразить и так далее. Давайте посмотрим на такой прекрасной, необычной колоде. Художественное произведение моего наставника Надежды Беспаловой, которую очень, очень сильно люблю. Вот такая вот интересная колода, каждая карта рисовалась. Смотрите, колода просто прекрасная, необычная, очень разговорчивая. Давайте на ней посмотрим. Кто хочет себе приобрести такую колоду, напишите мне, я могу это сделать. Так, давайте посмотрим вот этой прекрасной колоде. Она достаточно такая объемная, поэтому ее, конечно, как вот обычные карты Таро, это не карты Таро, все-таки ее так не потасуешь, поэтому я так аккуратненько, ну, чтобы вы видели. Бегство, ничего себе. Может быть, вы уйдете от чего-то, или, может быть, пора все-таки оставить какие-то берега, может быть, оставить там свой дом, да, свое какое-то родное место, нажитое, и отправиться к чему-то. Вот будьте тем самым пажом, здесь мы в начале расклада, да, говорится, что все-таки нужно идти к чему-то новому, на что-то, может быть, закрыть глаза, оставить в прошлом, позади, двигаться к своим мечтам, потому что также карта умеренности, она может говорить и не о нерешительности вашей, да, то есть вы вот взвешиваете, что-то перегоняете, обсуждаете вот эту тему и все-таки вот как-то не можете, жонглируете, да, вот этими вот двумя кубочками и не знаете, надо новым или не надо, непонятно. Ну, давайте еще одну карту достанем из этой колоды, чтобы было понятнее. Ну, смотрите, вот вторая карта, да, поражение света. Очень интересно, потому что, может быть, вас осенит что-то, вы засветитесь, опять же, в этот период, май месяц, карта звезды тоже об этом говорит. Может быть, вы знаете, будете идти на солнце, и вам просто вот что-то там привидится, как вариант. Вполне себе, ну вот какой-то инсайт, я больше склоняюсь к тому, что у вас будет именно какой-то инсайт, может быть, вы поедете вот в какое-то похожее место, да, как на этой карте, и как раз-таки там произойдет вот что-то такое, что вас осенит, и после уже у вас вот будет то самое бегство, да, от какой-то, может быть, старой ситуации, от прошлых каких-то, может быть, отношений и так далее. Давайте посмотрим на колоде Таро Светлого Провидца, вам подсказочку от Вселенной. Что она вам хочет сказать? Может быть, вы чего-то не замечаете уже долгое время, да, дорогие раки. Так, пятерка пентаклей, смотрите, да, очень интересно, что вы горюете над чем-то, дверь как будто бы закрыта туда, в эту ситуацию, в эту историю. Может быть, здесь какие-то неудачные финансовые, да, решения, может быть, проблемы какие-то финансовые у вас. Но вот здесь выход есть, потому что тут вот есть ключик, и вы, в принципе, можете подойти и открыть эту дверь. Но вопрос в том, что вы выбираете здесь? Сидеть и горевать, сосредотачиваться на этом событии, либо же активно действовать, да, то есть вот я понимаю, что вся вот эта картина как раз-таки об этом и говорит, и карта умеренности, то есть вы сидите по факту и вот это вот гоняете у себя, жуете, как говорится, ментальную жвачку. И это вполне себе нормально, потому что каждый из нас этим занимается, да. Мозг не хочет давать нам какие-то новые варианты, а он хочет минимально сохранить энергию и как бы не рисковать, да. Ну, здесь говорится, что все, нужно отказаться от вот этой вот идеи, от этой ментальной жвачки, потому что выход из ситуации у вас есть, потому что ключ вот он, а вы его как будто бы не замечаете. Вам просто достаточно поднять глаза, посмотреть по сторонам, и вы сразу же его увидите, потому что он просто огроменный. Так, давайте еще подсказочку для вас. Ну вот, пожалуйста, восьмерочка мечей. Это ограничения, то есть вы себя почему-то видите в
каких-то ограничениях. То есть вы, может быть, не верите достаточно в себя, в свои возможности, зачем вы придумываете все это, да, то есть вы сидите и вот действительно вот этим вот занимаетесь. Может быть, как вариант, что вы сами себе выстроили эти ограничения, и по факту вы думаете, что вы не сможете с этим справиться, хотя по факту это вы, это просто ваше отражение, и вы это себе придумали, то есть это искаженная такая ваша иллюзия, поэтому сядьте, может быть, даже выпишите себе все темы, на которые, да, вы там думаете, что вот я вот это не могу, я там вот это не могу, и сядьте это выпишите, может быть, свои какие-то минусы, как вы считаете, да, чего вы не можете, и напишите свои плюсы. Я уверена, что такая практика, она вам очень-очень сильно поможет и откроет, в конце концов, глаза. То есть и плюсы свои, и минусы выпишите, и вот какое-то заключение, да, из этого у вас точно появится. Вот буквально прямо на одном листе противоположно, плюсы и минусы. Устройте себе такой штурм мозговой, я думаю, что вы очень сильно удивитесь. Я думаю, что достану вам еще одну карту. Так, а еще, пожалуйста. Получилось, что не одну. Ну, посмотрите, целых 3. И все про то же. Дорогие раки, ну чего же вы боитесь? Ну у вас же все вот буквально и ключи вот на всех колодах вам показалось, что все можно исправить, не горюйте. Выходите из своей депрессии, наконец-таки, да, и скоро лето, буквально еще 1 месяц, весна, все расцветает, все так классно. Ну чего же вы сидите, скучаете, у вас как будто бы мысли вам вообще не дают покоя, у вас куча вот каких-то, может быть, вариантов вы себе напридумывали, и не факт, что они в принципе вообще существуют, да, то есть где-то из этих вариантов кроется какая-то иллюзия ваша, о чем-то вот вы думаете и сами себя как будто бы загоняете в это, то есть вам нужно все-таки открыть, может быть, вот эти все чаши. Вот я вам говорю, сделайте эту практику. Ваши плюсы и минусы, да, ну вот что-то подобное, я думаю, что вам откроет хотя бы немножко глаза и занавесу того, что вы очень-очень сильно заблуждаетесь и загоняете себя. У нас у всех бывает, конечно, депрессия, но вот зацикливаться и уходить в это глубоко, конечно, не стоит. Вообще проводите время, конечно, с близкими, с друзьями, и это вам точно поможет. Не зарывайтесь себе вообще ни в коем случае, потому что вот мы думаем, что нам нужно одиночество, нам нужно пережить это самим, никого не нагружая, а это большая на самом деле ошибка. Я в прошлом году сама была в такой легкой, сказать, депрессии, и хорошо, что со мной рядом были и другие люди, потому что такой момент нужно переживать с кем-то, и это очень большая ошибка думать, что мы кого-то нагружаем. На самом деле нет, потому что мы все друг для друга психологи, и как бы когда ты находишься с другими людьми, тебя это вытаскивает, тебя заставляет это отвлекаться периодически, да, когда ты сам собой, ты начинаешь копаться, уходить в себя глубоко, к хорошему точно не приведет, поэтому лучше быть с кем-то, да, потому что какие-то моменты вы можете себе настолько надумать, что это вообще совершенно неправда, да, когда, находясь с кем-то, с каким-то людьми, близкими вам, ну, такого точно не произойдет, по крайней мере, они вам не дадут туда впасть еще больше. Дорогие раки, это был ваш второй прогноз на май месяц, не грустите, все будет классно, прогноз у вас прекрасный, просто освободитесь от своих ограничений, в первую очередь мысленных, которые вы себе там понастроили, все будет хорошо, прекрасного вам мая месяца, пока-пока. Львы, дорогие мои, привет, это ваш второй прогноз на май месяц. Скорее смотрим, что же вас ждет. У нас сегодня 4 прекрасные колоды, абсолютно разные, но очень уникальные. Я думаю, что вы получите все ответы на свои вопросы. В конце посмотрим, конечно же, для вас, как всегда, подсказочку от Вселенной. 10 пентаклей, ну, посмотрите, у вас, по-моему, уже 2-й месяц 10 пентаклей, финансовое изобилие. Посмотрите, как круто, ну, просто что может быть лучше, да? Домашний очаг, да, времяпровождение со своей семьей также, может быть примирение, в принципе, да, что вы поедете к своей семье,
может быть воссоединение со своей семьей, может быть перспектива с кем-то, да, на семью, как вариант, может быть кто-то вам предложит стать наконец-таки семьей. Ну и, конечно же, это земная карта, да, пентакли, десятка пентаклей, про финансовое изобилие, то есть материально вы будете здесь всем обеспечены, и на картинке, да, на карте все довольные, все сытые, как говорится, в принципе ничего не происходит, да, нет каких-то посылов для волнения, да. Давайте еще посмотрим, что у вас будет. Ой, семерочка пентаклей, ожидание чего-то, так, ожидание чего-то у вас, как интересно. Так, еще карту вытащим. Рыцарь жезлов, может быть ожидание каких-то перемен у вас. Сейчас посмотрю, я вытащила сразу несколько карт, чтобы картина была гораздо яснее, чтобы понимать. Вот, может быть, вы чувствуете сейчас себя жертвой каких-то обстоятельств, может быть, вы скованы в каких-то действиях, не можете предпринимать что-то. Да, здесь говорится, что вот ожидание, оно уже как будто затягивается. Вам кажется, что вы жертва всей этой ситуации, но вам не зря дается этот период, я вам хочу сказать, потому что вам нужно как будто что-то осознать. Вся энергия здесь направлена в голову, да, вот в таком вот положении, и, может быть, придет какой-то, наконец-таки, вам инсайт. Вот. Но самое основное здесь семерки пентаклей, конечно же, ну, во-первых, мы уже видели изначально, что десяточка пентаклей, все-таки будет изобилие, оно придет, и здесь говорится о том, что если вы уже заложили какую-то почву, то вот уже, да, ваш результат, он уже вот здесь, вот, и он к вам обязательно придет. Ожидание какого-то результата, то есть, возможно, здесь проведение каких-то вот по луне, каких-то практик, каких-то ритуалов, обрядов, именно вот в ночное время, например, да, и вы вот сейчас ждете от этого результата после проведения вот этого вот всего. И здесь говорится о том, что ритуал, да, который вы сделали, или вот что вы сделали, конечно, по вот этим двум картам, рыцарь жезлов и десяточка пентаклей, говорится, что энергия поменяется, вы выходите из состояния жертвы, да, вот благодаря вот какой-то вот луне, может быть, у вас действительно какие-то практики, может быть, очищение чего-то в этот период вы, например, делали как вариант, и вот сейчас у вас очень даже прекрасное положение, будут активные действия, горение, желание чего-то, все-таки рыцарь жезлов это про то, что я хочу, я двигаюсь, я заполучаю это, я к этому иду, и по крайней мере, что вы уже не висите в этом состоянии, а вы активно движетесь, посмотрите, да, то есть он не стоит, он готов, он со своим жезлом мчит просто навстречу новым переменам. Давайте посмотрим еще на колоде 78 дверей, что же вас ждет, какая может быть дверь для вас откроется в этот период. Королева мечей, так, достанем еще карту, двойка мечей. Интересно, такая вот карта, я сейчас подробнее ее покажу. И иерофант. Хо-хо, какой интересный триплет у нас. Угу. Здесь говорится, может быть, очищение, опять же, от чего-то, да, вот львы, от чего вы очищаетесь, интересно. Может быть, как вариант, что вы от чего-то были ограждены, или, может быть, были какие-то препятствия, вот как будто перекрытие какое-то. Вообще на классической колоде Таро, да, девушка, она вот так вот стоит, у нее завязаны глаза, может быть, вы просто чего-то не замечали, но вот высшие силы в этот период вмешиваются и дают, да, как бы вам какие-то знаки, подсказки, замечайте это, обращайтесь к ним, может быть, как раз-таки карта Иерофанта и говорит об этом, что нужно обращаться к высшим силам, нужно просить о помощи, не забывать, да, может быть, и благодарить даже в том числе, но не забывать разговаривать со Вселенной, потому что она вас слышит и точно вам подскажет, куда вам нужно идти. Вот опять же по карте Луны, может быть, это какие-то лунные практики, может быть, обращение к человеку, который вот занимается как раз-таки, да, эзотерическими какими-то практиками. И вот после этого, после какого-то очищения у вас, вот смотрите, да, просто новые какие-то ветки реальности откроются, так точно. Может быть, благодаря как раз-таки вот этой вот королеве мечей, которая у вас здесь выпала,
да, она вот как-то вам поможет в этом открыть на что-то глаза. Тем самым, да, высшие силы как будто бы сами подталкивают вас, вот, может быть, обратиться к такому человеку, который как раз-таки вам поможет оттолкнуться от очередного дна, да, нового уровня. Поэтому проанализируйте. Да, если у вас есть такой человек, то вполне себе возможно, да, прийти за советом, за какой-то подсказкой. Почему нет? Давайте посмотрим вот на такой вот прекрасной колоде. Такая колода от моего прекрасного наставника. Очень интересные, красивые картинки, она достаточно большая, поэтому я не буду ее прям тусовать. Мы так аккуратненько ее протусуем. Конечно, это не колода Таро маленькая, да, которая помещается в руке, а это прям вот такая вот увесистая, поэтому вот так вот мы сделаем. Так, смотрим. Упадок, остановка карта. Так, что еще? Двойная бездна. Ну, посмотрите, ощущения львы. Вот сейчас прям мне еще становится более прозрачна вся эта ситуация. Вообще также обращайте внимание, да, на цифры, на карты. Может быть, в эти дни 29 число и 12. Какая-то отмена чего-то. Вы хотели какое-то дело начать или, допустим, переехать, вступить в отношения, и вы передумаете. Вообще вполне такое возможно. Может быть, остановка, в принципе, каких-то дел, да, то есть, может быть, вы в отпуск выйдете. Может быть, в целом вам не захочется что-то делать в какой-то период, вы захотите остановиться и подумать. А подумать, я думаю, что есть над чем, потому что здесь вот вторая карта у нас двойная, да, двойная бездна. О чем она говорит? Что вот при вот этой вот остановке вы, может быть, увидите какую-то реальную картину, как оно есть. То есть две стороны медали как будто бы. То есть ощущение, что вот вы были на каком-то уровне, да, но для вас откроется еще вот все вот эти вот подводные камни, вот так вот станут просто для вас очевидны и видны в этот период, поэтому может быть здесь говорится о том, что вам нужно остановиться и подумать, как вариант, и вот потом вы осознаете как раз-таки вот это вот двойное какое-то дно в вашей жизни. Может быть, это про человека какого-то, да, что вы думали вот так, а получается, что совсем иначе. Может быть, вы себе сами там как-то что-то напридумывали, да, поэтому остановка — это не всегда плохо, дорогие львы. Давайте посмотрим для вас на колоде Таро Светлого Провидца подсказочку от Вселенной, все-таки это очень важно. Может быть, вы чего-то не замечаете. Наш мозг достаточно ленив, он привык жить по шаблону. Лишний раз не хочется тратить энергию на что-то новое, рисковать, выходить из зоны комфорта. Итак, ну, посмотрите, королева жезлов, ваша стихия огненная, творить нужно, да, обращать внимание больше на себя. Рыцарь пентаклей, смотрите, семерка жезлов, да, прекрасные карты. Дорогие львы, у вас вообще отличный май месяц. Под защитой высших сил, да, вот карта Иерофанта говорит, что бы там, где бы там ни было, они приостановят, да, также вот двойка мечей, это может говорить о том, что высшие силы сами вмешаются в какую-то ситуацию, может быть, что-то было несправедливо в этот период, они вмешаются и скажут, все, так, мы ее ограждаем или его, и следим за всей этой ситуацией, очищаем все это, очищаем поле. Может быть, вот вам как раз-таки и покажут вот это вот, да, при какой-то остановке, может быть, действительно остановят чье-то влияние или какую-то ситуацию, или, может быть, какой-то негатив в вашей жизни у вас окончательно уходит. И вот здесь вот открывается, да, новый какой-то уровень, то есть двойная бездна благодаря высшим силам. Посмотрите, у вас прекрасная энергия, то есть высшие силы вам говорят, королева жезлов, да, медленно-медленно приходит постепенно вот в это вот состояние, когда, да, все четко, все размеренно, все плавно, вот это вот инь-янь просто состояние, да, такого вот наполненный шар. Это про энергию вашу, да, то есть целостная энергия, наконец-таки ваша восстанавливается, и высшие силы вам в этом помогают, да. И здесь, конечно, не забываем, что есть какой-то вот вариант по карте Луны,
что вы, может быть, будете к кому-то обращаться. Вот, может быть, благодаря какой-то, да, королеве жезлов у вас будет как раз-таки это состояние. Может быть, она вам как-то поможет, что-то подскажет, может быть, что-то для вас сделает, да, откроет какую-то вот занавесу, да, вот, так что имейте в виду. Но состояние здесь прекрасное, то есть у вас и энергия, и силы есть, и творческий запал, это и, конечно, такой настрой страстный, темпераментный, когда вы всем горите, вам нравится вот эта вот такая, знаете, красочная энергия жизни. Все-таки вот не зря вот здесь вот жезлы, да, они цветные. И посмотрите, третий центр у нее светится. Третий центр — это уверенность в себе, да, третья чакра наша. Это про уверенность, про творческий поток, про знание то, чего я хочу, куда я иду. Это такая солнечная энергия, львы. Для вас, ну что может быть лучше просто? Все ваши показатели здесь улучшаются в мае месяце, да, вот с самого начала месяца я думаю, что будет какое-то вот очищение у вас, поэтому не пугайтесь, примите это и знайте, что высшие силы руководят этим процессом, да, поэтому доверьтесь потоку, будьте в потоке, будьте потоком. Я вам желаю прекрасного месяца, я вас обнимаю, целую, люблю. Ставьте лайки, подписывайтесь, нас становится гораздо больше, мне это очень-очень сильно радует и мотивирует записывать для вас больше видео. Пока-пока. Девы, дорогие мои, привет, это ваш второй прогноз на май месяц. Скорее посмотрим, что же вас ждет в этом прекрасном месяце. У нас сегодня будет 4 прекрасные колоды Таро разные. Давайте посмотрим в конце для вас совет от высших сил. Может быть, чего-то вы не замечаете, или, может быть, что-то от вас пока скрыто. Итак, смотрим, что вас ждет. Шестерочка пентаклей. Как интересно. Карта повешенный. Специально достану 3 карты, чтобы картина была яснее. И умеренность. Ну, смотрите, вы висите тут, да, ощущаете себя в состоянии жертвы, да, может быть, пожертвовали чем-то, ожидаете какой-то помощи, в итоге не получаете ее, то есть вот ощущение, что какая-то зависшая ситуация, то есть и не туда, и не сюда, и вроде как и помощь должна прийти, вы ее ждете. Ну, вот на классической колоде, вот здесь вот нет этого кармашка, да, то есть человек просит, и почему-то вот одному дают, а другому не дают. И может быть у вас в этот период будут такие вопросы, почему одним все, а другим ничего, казалось бы, да. Но на классической колоде Таро, как я уже оговорилась, да, есть у одного из просящих кармашек. Говорится о том, что есть этот потенциал, но почему-то он не используется. То есть что-то там в этом кармашке у вас уже есть, но вы как будто бы не хотите это реализовывать, впадаете в это состояние, может быть, даже выгодно вам сидеть вот в таком вот, да, положении, не хочется рисковать какими-то, может быть, благами, да. То есть вот ситуация, она зависшая, ничего не меняется, не изменяется, просто вот подвисшая, и хоть ты тресни. Давайте посмотрим на другой колоде. Просто задумайтесь об этом, где вы себя приносите в жертву. Может быть, вы чересчур даете другим людям, как вариант, да, и они вот вам дают вам не то, что совсем нужно. То есть по факту вы можете гораздо больше, не заводя себя вот в такое вот состояние жертвы подвисшее, да, и не чувствовать себя вот тем самым просящим, как будто бы выбивающим что-то. Давайте посмотрим, какие двери вам будут открываться в мае месяце, дорогие девы. Смотрите, рыцарь жезлов и рыцарь мечей. Интересно, потому что вот здесь вот говорится, да, чтобы что-то получить, нужно что-то сделать. Посмотрите, земля-то еще не пахана, нужно что-то для этого сделать, да, и вы уже буквально в этом направлении, но все еще почему-то не делаете, а вот сидите со связанными руками да ногами в подвешенном таком состоянии. То есть по этой карте мы все-таки понимаем, что нужно для этого что-то сделать, да, нужно стараться действовать активно. Вторая карта у нас рыцарь мечей. Может быть, вы будете пристально наблюдать за кем-то, может быть, кто-то будет за вами наблюдать, и вы даже об этом, может быть, и не догадываетесь, что кто-то за вами пристально следит. Поэтому, во-первых, будьте, конечно же, осторожны.
потому что вот здесь вот время все-таки не дневное, а больше уже такое, да, какие-то сумерки, поэтому будьте внимательны. И вообще, по рыцарю мечей, может быть, кто-то за вами наблюдает. Вот если у вас есть какие-то, например, пробелы в ваших документах, да, если вы знаете, что есть какие-то, может быть, задолженности, еще что-то вот в подобном ключе, за вами могут наблюдать, поэтому лучше урегулируйте все эти нюансы, все эти моменты, дабы как бы не усугубить вот эту вот ситуацию, все-таки начните активно действовать. Давайте посмотрим на такой вот прекрасной колоде, каждая картинка, очень говорящая прекрасная колода в таком китайском стиле. Давайте смотреть на нее. Достаточно большая, поэтому вот тасовать ее, как обычные карты, точно не получится. Я ее аккуратненько так перемешаю. Достаем карту. Молния. Ого, как интересно. Сейчас покажу вам карту. Достанем еще вторую для вас. Возврат. Угу. Ну, смотрите, по молнии, опять же, да, вот рыцарь у нас тут мечей, может быть, какая-то информация к вам придет, разглядите эту карту, может быть, какие-то символы будут для вас очень знакомы, поставьте прям на стоп и разглядите ее. Информация какая-то, может быть, какой-то сон даже, казалось бы, несуразный, но вот что-то прояснится. Все-таки молния – это какая-то неожиданность, неожиданная ситуация, неожиданная информация. Вот, кстати, по, опять же, рыцарю мечей, за вами могут наблюдать, может быть, даже высшие силы за вами наблюдают и пошлют вам какую-то информацию, может быть, какой-то ответ, какой-то инсайт. Либо же это могут быть какие-то другие люди, ожидают от вас чего-то, да, то есть подсматривают за вами, кто-то за вами очень сильно наблюдает. Поэтому будьте внимательны, какая-то информация вам точно придет. Смотрите, вторая карта, и также вот число может быть 5-1, да, 51, может быть, что-то у вас тут связано с этими числами. Также, да, вторая карта, карта возврата. Также обратите внимание на числовые значения, 24, может быть, 24 числа что-то будет, 2 или 4. Также здесь вот очень много семерок, семерки, 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 ключик, да. Может быть, вы родились 7 числа, то есть вот, может быть, произойдет что-то 7 числа, или может быть в 7 часов вечера, как вариант, да, то есть придет какая-то информация, какой-то инсайт вам. Возврат. Может быть возврат в прошлые отношения, в прошлые какие-то события, возврат прошлого к вам, может быть возврат какой-то ситуации, при том, что это будет достаточно молниеносно, то есть у вас какая-то неожиданная ситуация предвидится в мае месяце. Может быть возврат каких-то событий или же дело, которое вы не завершили, сейчас вам придется к этому вернуться. То есть подумайте, что же может, вот, что у вас мелькало на фоне в последнее время, что-то может к вам обратно прийти. Кстати, тут касается и каких-то кармических моментов. То есть если вы работали на карму хорошо, в хорошем ключе, были хорошими мальчиками или девочками, то в этот период вам вернется, конечно, все самое лучшее, хорошее, все, что вы вложили. А если у вас были какие-то негативные эмоции, негативные чувства, например, или же вы где-то что-то оплошали, ну, мы люди, мы как бы можем иногда ошибаться, да, то тоже имейте в виду, что в этот период молниеносно как-то будет все возвращаться, то есть, да, за что боролись, на то и напоролись, как говорится. Давайте посмотрим для вас на колоде Таро Светлого Провидца подсказочку, совет от Вселенной. Дорогие девы, очень интересно. Хотелось бы, чтобы вам прям что-то очень-очень хорошее. У меня буквально вылетела карта, 8 жезлов. Да, это какие-то перемены, которые к вам мчатся, и как раз-таки по карте прекрасной, да, молнии тоже об этом говорится, что что-то будет прям двигаться. Может быть, у вас вот это вот состояние было в последнее время подвешенного, да, что вы были как будто бы обездвижены. То есть не могли ничего делать, действовать, менять что-то в своей жизни. И здесь просто вот так вот резко начнет все просто катить, да, к новым переменам, к новым возможностям. Давайте еще совет. Justice, посмотрите, да, справедливость. То есть все будет по справедливости. Вот не зря я заговорила про
карму, потому что справедливость, она все-таки наступает в этот у вас период, да, вот молниеносно как-то какие-то события, то есть возврат чего-то, может быть возврат украденного ресурса у вас как вариант, может быть возврат опять же какой-то ситуации, да, которая вас задевала так или иначе, а может быть здесь действительно судебные, в прямом таком смысле, разбирательства какие-то были, и вот сейчас будет на чаше весов все взвешиваться, да, и либо какие-то кармические моменты, которые вы проработали сейчас, высшая справедливость, она будет оценивать все это, да, и давать вам, как говорится, зеленый свет на перемены, на то, чтобы перейти наконец-таки на новый уровень. Давайте еще одну карту. Король жезлов. Может быть, вы будете в мае месяце королем жезлов. То есть это огромная сила, огромный потенциал, все-таки огненная такая энергия. Может быть, это даже не свойственное вам, вы будете гореть чем-то, вы будете желать что-то, перемены, может быть, да, то есть это говорит о том, что обновление энергии у вас произойдет таки в мае месяце. Давайте еще одну карту, посмотрите на колоде Таро, четверочка жезлов, это какое-то радостное событие, конечно же, да, перемены к лучшему, то есть все про то, что, я думаю, что во второй половине месяца, уже ближе к тем датам, у вас тут придет какое-то прям осознание и начнется нормальная такая движуха, потому что здесь все об этом говорит, при том, что будет все вот так вот молниеносно у вас. Посмотрите, и колесница у нас здесь тоже. Мучите, энергия достигаторства, такого победителя, воина, что я все могу, все получится. Дороги у вас открыты. Самое главное, дорогие девы, поэтому не пасуйте, мчите к своим новым переменам. Все у вас обязательно получится. Не жертвуйте собой. Да, здесь говорится о том, что все-таки жертвовать собой, служить другим, конечно же, мы все друг другу служим каждый день, но как бы имеет свойство, да, ставить какие-то границы, грани дозволенного, и все-таки мы сюда пришли, чтобы получить какой-то опыт для себя, не для других людей, поэтому помните об этом. Я желаю вам прекрасного месяца, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, что вы принимаете расклад. Я желаю вам прекрасного мая и классных новых событий, перемен. Я вас люблю, пока-пока. Весы, дорогие мои, привет, это ваш таро-прогноз на май месяц. Давайте посмотрим, что вас будет ждать в этом месяце. У нас сегодня 4 разных колоды. Посмотрим, какие двери для тебя открываются, какие события очень важны, на что нужно обратить внимание и направить свой фокус. И в конце, конечно, мы посмотрим подсказочку от Вселенной специально для тебя. Ого, карта Солнца, посмотрите, как начался расклад. Старший аркан. Карта Солнца, это говорит о том, что светлая полоса в вашей жизни начинается. Также карта Солнца, она говорит про уверенность в себе, уверенность в своих силах, также про силу воли. Может быть, вам придется где-то проявлять силу воли. Может быть, у вас будут какие-то моменты, где вам придется проявлять свой стержень, показывать себя, да, брать больше ответственности. Все-таки карта Солнца достаточно такая мужская энергетика. То есть больше проявляться свои какие-то творческие способности. Также Солнце может говорить о том, что какая-то цикличная ситуация у вас может произойти в мае месяце. Давайте посмотрим, какая может быть эта ситуация. Король Пентаклей у нас. Так, еще одну карту достанем. И король мечей. Ну, посмотрите. Король Пентаклей и король мечей. Может быть, вот с этими товарищами у вас будет какая-то цикличная, например, ситуация, может быть, кто-то из прошлого к вам вернется, например, или же у вас будет такая вот энергия, да, между земной и воздушной, то есть все-таки я делаю здесь вывод, что нужно периодически заземляться, да, то есть держать баланс. И в таком положении, может быть, вы будете сотрудничать, да, с тем самым королем Пентаклей или же королем мечей, да, то есть король Пентаклей достаточно обеспеченный человек, а вот король мечей это более про какую-то такую логику, расчетливость, может быть, что-то связано с информацией, с документами, может быть, к вам придет какой-то вот новый проект, да, потому что по карте Солнца это все-таки про творчество. То есть здесь, может быть, либо будете продолжать сотрудничать с этими двумя людьми, королями, либо же будет кто-то новый у вас на пороге. В
вполне себе может быть и знакомство с новыми людьми, да, мужского пола. Здесь вот про все говорится. Давайте посмотрим на колоде 78 дверей. Какие двери для вас откроются в мае месяце, дорогие весы? Ну, посмотрите, это просто король кубков. Всех королей собрали. Я не знаю, может быть, у кого-то здесь начнутся активные, бурные свидания, знакомства. Посмотрите, все короли всех стихий просто. Возможно, кто-то вам будет предлагать руку и сердце, например, а может быть, вы будете тем самым королем кубков, да, чувственным, нежным, эмоциональным и, может быть, дающим свои какие-то чувства, свою любовь, да, предлагающим свое сердце, как вот здесь вот прям на картинке, да, то есть он дает кубочек свой, поэтому... Да, возможно, что у вас действительно будет очень много взаимодействия именно с мужчинами в этот период. Может быть, у вас работа подразумевает, да, активное такое общение с противоположным полом. Так, ну, посмотрите, троечка кубков. Так вот аккуратненько, наверное, ее прикрою. Да, где 3 человека обсуждают что-то, собираются на какую-то тусовку, веселятся. Опять же, это может быть веселое времяпровождение. Вот, может быть, вы с друзьями куда-то, например, давным-давно планировали, вот как раз-таки 3 короля, да, и поедете куда-то. Посмотрите, как иронично получается. Троечка королей у нас и тройка кубков. Может быть, действительно какое-то веселье, какой-то праздник долгожданный. Может быть, у вас день рождения, в конце концов, да? Или куда-то вас позовут, и вы будете веселиться. Может быть, даже король кубков – это про то, что будете что-то, например, выпивать интересное. Давайте достанем еще одну карту с этой колоды. Семерочка мечей, опять же, про творческий процесс, который вот мы изначально, да, разгадали по карте Солнца. То есть говорит о том, что будете чем-то активно заниматься, прям прилагать усилия, да, творчество какое-то. Вот ощущение, что это больше такое какое-то письменное, рисование какое-то, и вообще в целом здесь совет, да, для вас. Может быть, что вам нужно как-то выгружать свои лишние какие-то эмоции, свои, может быть, мысли, и вот как-то вот работать все-таки, да, именно руками, потому что я думаю, что при этом очень многое для вас откроется, вы тем самым будете убирать свой стресс как минимум. Давайте еще одну карту для вас достанем из этой колоды. Ой, 8 жезлов, ну это просто потрясающе. Посмотрите, у вас есть все ключи, у вас будет выбор, да, что бы это ни было, выбор у вас есть. Посмотрите внимательно на карту, да, то есть 2 женщины, они смотрят, рассматривают активно эти ключи и подбирают что-то для себя. Вот, может быть, вы будете себе что-то выбирать, может быть, недвижимость будете выбирать, может быть, машину, или же, может быть, какое-то дело, например, даже, может быть, просто какой-то, да, материальный такой предмет вы будете выбирать. И тут, что самое важное, это с кем-то, да, то есть, может быть, кто-то вам будет советовать, может быть, у вас есть наставник, или вам нужно будет обратиться к наставнику, чтобы вот как раз-таки выбрать для себя правильный ключик. Но что мне нравится в этой карте, я очень сильно люблю, потому что есть выбор. Посмотрите, сколько много ключей. Да, самое главное понять для себя, что вы хотите. Посмотрим на вот этой вот прекрасной колоде, она у меня новенькая, посмотрите, какая она красивая. Это очень уникальная разговорная колода, с ней можно столько информации получить. Просто посмотрите, какие прекрасные картинки. Не могу нарадоваться. Чудеса Эдзинь колода называется. Кто хочет ее приобрести для себя, вы можете мне написать. Создатель этой колоды Надежда Беспалова, это мой прекрасный, любимый наставник. Вот, давайте посмотрим, мне интересно очень. Колода достаточно большая, поэтому вот рисовать ее как обычные карты Таро не получится, поэтому я буду аккуратненько так вот при вас вытаскивать. Итак, разлад у нас карта очень интересна, смотрите. И, конечно, это можете поставить на стоп и разглядеть эту карту. Может быть, для вас какой-то символ, например, станет таким инсайтом, да, или вы что-то поймете, может быть, картинка станет более понятной. Давайте еще одну карту. Домашние. Так, еще одна карта. Подробнее хочу. Смена. Ну, посмотрите, вот здесь все карты очень интересные.
Обращайте внимание также, пожалуйста, на цифры. Это 38, 37 и 49. Может быть, какие-то, да, важные будут для вас такие триггерные цифры. Карта разлада. Я думаю про то, что у вас какой-то внутренний конфликт есть. И судя по этой карте, да, и двум другим картам, которые мы вытащили, здесь все-таки про смену какого-то мнения о ком-то. И здесь может быть члены вашей семьи, потому что, да, вот эта вот карта домашние. То есть, может быть, вам нужно будет в мае месяце разобраться со своими семейными какими-то проблемами, да, может быть, поговорить с членами своей семьи, может быть, у вас действительно какой-то разлад, есть какая-то ссора, вы друг друга не понимаете. Вот сейчас вам советуется все-таки обратить на это внимание, и если вы можете как-то изменить ситуацию, то изменяйте ее, да, либо же поменяйте о ней мнение, об этой ситуации. То есть, конечно, мы не можем, да, не все в наших руках, к сожалению, и на рожон лезть как бы тоже не очень, и учить других тоже как бы не рекомендуется, но если вы можете со своей стороны что-то изменить, то измените это, хотя бы попытайтесь. Если нет, то измените просто отношение вот ко всей этой ситуации. Давайте еще на этой колоде хочу достать тогда, что будет, если вы, по крайней мере, смените картинку по поводу этой ситуации в вашей голове. Внутренняя правда. Да, то есть вам откроется какая-то правда, или, может быть, вы себе признаетесь, да, в чем-то. Я не знаю конкретно, что у вас в семье происходит, да, но вам нужно, может быть, с самим собой, с самой собой поговорить о том, что на самом деле происходит, может быть, признаться уже, снять какие-то розовые очки и посмотреть на ситуацию под другим углом. Вот, и опять же, здесь два человека, если вы помните, да, на колоде 78 дверей мы смотрели, может быть, кто-то вам поможет с этой ситуацией разобраться, может быть, кто-то вас вразумит, и кто-то с вас снимет такие розовые какие-то очки, вот у вас будет какой-то выбор. Давайте посмотрим еще на колоде Таро Светлого Провидца, подсказочку от Вселенной для вас, что она вам хочет сказать. Может быть, вы чего-то не замечаете, или не хотите замечать, как вариант. Да? Итак, король мечей. Ну, дорогие весы, я уж не знаю, но просто вот второй раз у нас король мечей на второй колоде. Очень интересно. Почти на всех колодах вышли у нас мужчины. Вот вокруг вас, видимо, будет очень много людей мужского пола, будете взаимодействовать с ними. Ой, девяточка мечей, посмотрите, как надуманные какие-то страхи, которых вообще в принципе не существует. И посмотрите, вот все вороны, и вот там вот белая ворона летает, и это вот как раз таки какие-то светлые мысли. То есть здесь вас одолевают почему-то больше темные мысли, нежели светлые. Вы посмотрите, то есть светлых мыслей гораздо меньше, чем да, вот этих вот темных. Почему так? Почему так вообще? Ну, смотрите, вы сами творец своей судьбы и своих мыслей. Здесь говорится о том, что вам нужно взять себя в руки, вот эти свои страхи, домыслы какие-то, нужно управлять ими, потому что маг, он может все. Маг управляет 4 стихиями, значит, вы можете управлять своим мозгом, своим настроем, просто взять себя в руки и постараться, да, изменить ситуацию. А вообще вот эти вот две карты в сочетании, да, если мы вернемся вот к этой вот, это очень интересно, потому что тут может говориться, что вы вместе с кем-то будете пытаться изменить как-то ситуацию с каким-то человеком, может быть, даже какие-то практики будете проходить эзотерические, и очень даже это увенчается успехом для вас. Но вот тут вам нужно будет поработать в мае месяце над своим ментальным состоянием, избавиться от своих страхов. Может быть, сесть и написать все свои страхи. Да, такая практика, я частенько ее делаю. И что может случиться? Вот, то есть мой страх, например, я боюсь плавать. И что в самом худшем случае может произойти? И чего может не произойти, например, и сесть, это все подумать, и я думаю, что очень много моментов будет для вас открыто, по крайней мере, вы будете уже видеть вот это все, и какие последствия будут, да, то есть такой очень глубокий психологический анализ своих страхов.
творец своей судьбы, у вас точно есть из чего выбирать, и это самое главное. Дорогие весы, прекрасного вам мая месяца, принимайте расклад, ставьте лайки, подписывайтесь, у вас все обязательно получится, избавляйтесь от своих страхов. Пока-пока. Скорпионы, дорогие мои, привет! Это ваш таро-прогноз на май месяц. Давайте скорее уже смотреть, какие события для вас подготовила Вселенная. В конце, конечно же, посмотрим, как всегда, для вас совет от высших сил, на что вам нужно обратить внимание в этот период и на что направить фокус. Итак, сегодня у нас будет целых 4 разных колоды, я для вас подготовила, чтобы вам было гораздо интереснее, информативнее. В общем, давайте скорее же раскрывать все тайны мая месяца. Итак, карта Солнца, ну ничего себе. Смотрите, это ничего себе, карта Солнца. Творческий процесс вас ждет в этом месяце. Светлая полоса в вашей жизни, дорогие скорпионы, это прекрасно, потому что все меняется. У нас все-таки буквально на носу уже лето, да? Май месяц у вас будет прекрасный, творческий, вы будете больше уверены в себе, больше проявляться. Да, здесь рекомендация больше проявляться, то есть, может быть, даже вести кого-то за собой, других людей, быть примером для других людей. Также это про то, что нужно будет как-то себя, может быть, где-то сдерживать в том плане, что проявлять какую-то свою силу воли, свой какой-то характер, быть более напористым человеком, да, но также эта карта про какую-то эгоистичность, да, то есть Солнце это все-таки эго, я хочу, я требую от других, то есть, может быть, в этот период вы будете более капризными, да, требовать, что вот я центр вселенной, я солнышко, я всем свечу, вот мне надо, я хочу, все должно быть для меня, и все должно быть так, как мне нужно, а не кто-то там. Поэтому не заигрывайте с этой энергией, конечно, но это классный знак, потому что все-таки Солнце это старший аркан, это одна из лучших просто карт во всей колоде, поэтому я за вас очень рада. Давайте достанем еще карту для вас. Двоечка мечей и троечка мечей, ну ничего себе, вы уходите от разбитого сердца, вы наконец-таки ставите на стоп, вы говорите, что все, мне не надо, хватит, я больше не хочу, и рекомендация такая, если вы все еще не поставили точку в чем-то, поставьте ее, и у вас вот тут же, посмотрите, солнышко выглянет, может быть, вы просто сейчас сидите вы в этой энергии, варитесь, да, расстраиваетесь, то есть действительно, может быть, кто-то вам причинил вот эти вот чувства, может быть, какая-то ситуация доставила вам настолько дискомфорт, что сейчас в мае месяце вы поймете, что вы хотите закрыться от этого всего, поставить это на паузу, и в первую очередь, конечно же, нужно сделать это в своей голове, да, в своих мыслях принять такое решение, что все, от разбитого сердца мы уходим, и у нас сразу же наступает светлая полоса, дорогие скорпионы. Давайте посмотрим на колоде 78 дверей, какие двери для вас будут открываться в мае месяце. Ого, туз пентаклей, да вы посмотрите, у вас вообще замечательный просто расклад. Туз пентаклей, конечно, про материю в первую очередь, то есть вам будет дан шанс на то, чтобы хорошо заработать, получить, может быть, какой-то значительный материальный, конечно же, подарок, да, это может быть дорогой подарок, но здесь вот обратите внимание, что у нее есть ключи, то есть у вас будет возможность что-то изменить в лучшую сторону. Вам Вселенная прям вот дает этот шанс, говорит, на тебе ключ, бери, пожалуйста, и давай уже открывай все двери, вот, пожалуйста, если у тебя там была какая-то ситуация, сейчас мы тебя вот из этого состояния переводим вот в это состояние, когда все хорошо, идет так, как надо, когда все получается, когда дается все с такой легкостью, я бы сказала. Посмотрите, как она довольна. Может быть, у вас будет покупка чего-то материального, дорогого, может быть, даже дом, да, или квартира, и вот здесь вот у вас ключи. На связке прям 4 ключа,
И, то есть это может быть даже в 4 разных сферах вашей жизни. Может быть, у вас будет какие-то 4 очень интересных разных предложения и очень крупных. Может быть, к вам клиенты, например, да, придут в этот период, в май месяц. Но я за вас очень рада. Давайте достанем еще одну карту. Какие еще двери для вас открываются? Очень интересно. Очень положительный расклад, я считаю. Так. Интересно. Ну, посмотрите, 5 кубков и карта суда. То есть, конечно же, вот это вот перерождение, не зря у нас здесь туз пентаклей вышел, да, что, может быть, и вот эта вот ситуация с финансами вас как-то расстраивала. То есть вы не знали выхода как будто бы, и сейчас вам Вселенная вот показывает, что вот на тебе ключи от разных, да, дверей, чтобы ты наконец-таки увидела или увидел и выбрался уже из этого. Ну, посмотрите, вот так, если детально разобрать эту карту, вот она кричит в одно окно, но там же их несколько, да, то есть только часть дома здесь нарисована, понимаете? То есть она почему-то не старается что-то сделать или, может быть, даже просто не видит этих других возможностей. Поэтому обратите внимание, вот я думаю, что Вселенная вам в мае месяце обязательно подскажет, куда вам нужно направить свой фокус внимания. Давайте посмотрим на еще вот такой прекрасной колоде, которую создала мой наставник. Она рисовала ее самостоятельно. Очень говорящая, интересная колода. Вы просто посмотрите. Колода называется «Чудеса и Цзинь». Я, когда первый раз с ней поработала, повзаимодействовала, я была просто в шоке, насколько она разговорчивая. Давайте посмотрим. Она достаточно большая, поэтому я вот так вот аккуратненько буду ее перемешивать вместе с вами, чтобы карты у нас не разлетелись. И посмотрим. Восход, ну ничего себе, посмотрите, у вас действительно вот какой-то восход после какой-то темной ночи, у вас пробуждение наступает, дорогие скорпионы, расклад просто потрясающий, я не могу за вас нарадоваться, потому что я вот считываю этот настрой, эту энергетику до апреля месяца, может быть даже последних месяцев у вас был такой себе настрой, но сейчас ситуация меняется, посмотрите внимательно на картинку, может быть даже цифры для вас будут что-то значить. 35, да, и какие-то маленькие, может быть, детали. Также на карте здесь нарисован ключ, то есть все-таки Вселенная вам дарит вот те самые ключи, и он у вас будет не один, а у вас их будет несколько в этот период, поэтому обращайте внимание на знаки. Вообще просите Вселенную подсветить вам, подсказать, да, не забывайте обращаться, это вполне нормально, поэтому просите у Вселенной, чтобы она вам подсветила путь, может быть, дала вам какую-то подсказку. В общем, разговаривайте со Вселенной, потому что знаки будут. Давайте посмотрим на колоде Таро Светлого Провидца для вас подсказочку от Вселенной, вот что она вам хочет сказать. Может быть, вы чего-то не замечаете, но, судя по всему, вы действительно чего-то не замечаете, да, что Вселенная вам сказала, что вот я даю тебе ключи. Давайте смотреть. Вот, опять же, 2 мечей. Ваши мысли могут вас одолевать, тянуть вот эти вот самые ниточки, веревочки, вот эти вот вороны, каркают, крякают рядом с вами и мешают вам жизни. Но вам нужно от этого избавиться, вот перерезать вот эти вот ниточки и развязать себе глаза. Я думаю, что вы как раз-таки к этому придете. И паш мечей у нас здесь, сознание чего-то. То есть Вселенная вам говорит, сейчас ты, может быть, этого не замечаешь, но я тебе подскажу, я тебя направлю, я дам тебе эту информацию. И здесь все-таки мечи. То есть, может быть, сейчас вы слышите мой расклад, и вы понимаете, на что вы закрывали, может быть, глаза, и куда вам нужно себя направить. Вот у меня мурашки, вы просто не представляете, я уже тут вся в мурашках, у вас просто сногсшибательный какой-то расклад, дорогие скорпионы. Давайте еще, что Вселенная хочет вам сказать. Карта дурака, да вы посмотрите, у вас просто потрясающе, у вас карта солнца, у вас карта дурака, старшие арканы, что-то новое, обнуление. И карта дурака — это одна из тоже из самых сильных, я считаю, карт в колоде, потому что дурак, он может стать кем угодно, абсолютно. Это такая огромная сила, когда вы можете выбирать, когда вы с легкостью можете обнулиться, это и обнуление. То есть май месяц для вас будет, дорогие скорпионы, очень знаменательным. И, конечно же, ловите вот эти подсказки. И если вы не знаете, стоит ли что-то начинать, стоит ли пробовать, вступать в отношения, может быть, новую работу, может быть, пойти
учиться куда-то, да, или реализовывать свое творчество, открыться миру, например, сменить прическу, это все что угодно, если вы хотите этого, то карта дурака говорит, что да, пробуй, давай, делай, действуй, выходи из вот этой вот энергии, карта улетела, выходи из вот этой вот энергии, потому что у тебя начинается светлая полоса, да, то есть карта Солнца. Вселенная обязательно тебе подскажет, куда тебе нужно направить фокус своего внимания. Я думаю, что будут подсказки. Самое главное, что вы должны просить Вселенную о том, чтобы она вам подсветила, куда вам идти, даже когда вы заблуждаетесь. Особенно, когда вы в таком состоянии отчаяния, может быть, вы расстроены, обязательно обращайтесь к ней, потому что она всегда вас слышит, она любит вас, потому что вы особенные скорпионы. Принимайте расклад, ставьте лайки. Я желаю вам прекрасного мая месяца. У вас огромные-огромные перемены. Пока-пока. Стрельцы, дорогие мои, привет! Это ваш таро-прогноз на май месяц. Давайте скорее посмотрим, что вас ждет, какие двери будут для вас открываться в мае месяце. Сегодня я для вас приготовила специально 4 разных колоды. Они все по-своему уникальные, и я хочу как можно больше информации раскрыть для вас, чтобы вы были в курсе, чтобы вы знали, где подстелить соломинку и куда направить свои силы и энергию, а куда вообще не стоит заглядывать и обращать внимание. Давайте скорее посмотрим. И в конце, конечно же, я, как всегда, для вас достану подсказочки от Вселенной. Итак, давайте начнем. У нас первая колода, классическая. Итак, что же вас ждет? О, карта Шута, да вы посмотрите, что-то новое, обновление цикла. То есть у вас на пороге прям перемены. Если вы хотите что-то начать заново, например, или же вы хотите какой-то новый проект взять, или же, может быть, получить какую-то новую профессию, вступить в новые отношения, то здесь по карте Шута делайте это с легкостью, как ребенок, да, может быть, даже не воспринимать где-то всерьез эту жизнь и как бы жить с таким вот настроем, да, по дураку, то есть не воспринимать что-то прям слишком близко. Иногда мы, конечно, жизнь воспринимаем чересчур серьезно, и вот копаемся в этой серьезности, хотя все зависит от нашего настроя. По карте Шута все-таки обращайте внимание на свой настрой, на свое вообще, в принципе, настроение. Вы отправитесь в путешествие, например, да, в кругосветку какую-то, вот, то есть сделаете это очень быстро, легко, вам эта идея придет, вы тут же ее реализуете. Если вы давным-давно хотели, то сделайте это, потому что карта Шута, она говорит о том, что нужно делать, не нужно медлить, с легкостью, без обдумывания, без вот этого обмусоливания 1500 раз, просто делайте это. Может быть, для кого-то это также проиграется как беременность, да, что у вас будет ребенок или уже вот-вот у вас появится малыш. Давайте достанем для вас еще одну карту. Колесница, ну точно, я не зря упомянула, конечно, здесь про поездку, потому что она может быть легкая, неожиданная, очень достаточно веселая, не обременяющая. Конечно, колесница это про то, что вы можете много передвигаться, много каких-то поездок, может быть у вас приобретение будет автомобиля как вариант. Также колесница это все-таки про такой воинственный настрой, что я должен или должна это сделать, мне нужно завоевать новые горизонты, мне нужно начать что-то сначала. То есть колесничий, он оставляет все свои достижения, победы и мчится опять навстречу к чему-то новому, и карта дурака об этом говорит, да, то есть здесь все, о чем нам и сказала карта дурака, что что-то новое вам захочется, может быть переезд действительно куда-то в новые какие-то страны, и чтобы колесница действительно двигалась в прямом направлении, чтобы было движение, нужно удерживать баланс между вот этим самым достигаторством. Королева жезлов, посмотрите, судя по всему, это будет ваш настрой, вы будете достаточно темпераментны в мае месяце, дорогие стрельцы, все-таки огненная также энергия, да, это по вашей части. То есть, и вот здесь вот, смотрите, кошечка,
рядом с ней. Это может быть что-то такое вот загадочное, магическое, у вас какое-то может быть настроение в этот период, или может быть вы будете обращаться к той самой королеве жезлов для чего-то, может быть за раскладом Таро, например, вы придете ко мне, или же вы меня сейчас уже слушаете, то есть какое-то взаимодействие у вас может быть в этот период. Давайте посмотрим на колоде 78 дверей, какие еще события вас ждут, какие двери для вас будут открываться в мае месяце, дорогие стрельцы. Итак, девяточка мечей. Смотрите, вы выберетесь из своих каких-то страхов. Смотрите, человек сидит, у него дверца не закрыта, сидит и почему-то расстраивается, да, грустит, надумал себе там чего-то, и сидел всю дорогу, да, ограничивал себя почему-то. В этой карте вы настраивали себе вот этих вот заборов, и ощущение, что вы от этого освобождаетесь, и посмотрите, дверь для вас открывается наконец-таки. То есть, и посмотрите, восьмерочка жезлов, у вас есть выбор, это самая прекрасная карта, мне она очень нравится, потому что ключей очень много, и когда есть из чего выбрать, да, что может быть лучше, поэтому выбор точно есть, выбирайтесь, давайте, дорогие стрельцы, это вообще не про вас, не про вашу энергию, поэтому не нужно сидеть и бояться чего-то, давайте активно действуйте в мае месяце, вся колода вам об этом говорит, что все, пора завоевывать новые горизонты, будьте тем самым колесничем, который отправляется в путь, да, навстречу чему-то новому и интересному, и будьте как шут, достаточно легко и беззаботно вступайте во что-то новое, да, может быть, даже не относитесь к этому слишком серьезно. Давайте посмотрим на моей такой вот новой колоде, очень интересной, она очень информативная, но очень большая. Посмотрим, что вас ждет еще. Вытащим так вот аккуратненько карты. Мощь великого. Это точно про какое-то обновление энергии. Посмотрите, вам дается прям сила на преодоление всех препятствий. Также число 34. 3 или 4, может быть, тоже играет какую-то роль для вас, поэтому рассмотрите, поставьте на стоп, рассмотрите эту карту, очень интересно. И опять же, здесь у нас есть ключи. Будут силы и будет возможность на изменение ситуации. Посмотрите, карта убранства, да, также на английском decoration. Какие-то декорации в вашей жизни меняются, то есть картинка меняется, ограничения у вас уходят и начинается новый этап в вашей жизни. Давайте посмотрим для вас подсказочку от Вселенной на май месяц. Карта силы, ну посмотрите, старший аркан, силы будут исправить ситуацию, также у вас по карте, да, мощь великого, то есть сама Вселенная вам говорит, что даются силы на преодоление всех препятствий, чтобы выбраться из той самой темной полосы, дорогие стрельцы. Расклад просто прекрасный, у меня мурашки по коже, весь расклад, я за вас очень рада. Дерзайте, не останавливайтесь и, конечно же, избавляйтесь от своих страхов. Я желаю вам прекрасного месяца. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока. Козероги, дорогие мои, привет, это ваш Таро-прогноз на май месяц. Давайте посмотрим, что вас будет ждать, какие новые двери и новые возможности для вас будут открываться в этом прекрасном месяце. Я сегодня подготовила для вас целых 4 колоды, они все абсолютно разные. Хочется побольше рассмотреть и побольше информации, конечно, для вас узнать. Давайте начнем. И в конце, конечно, я посмотрю для вас, как всегда, подсказочку от Вселенной. Пока вы можете поставить лайк и подписаться, чтобы другие также нашли свой прогноз. Итак, смотрим, что же вас ждет. Двойка кубков, вы посмотрите. Двойка кубков может быть любовь, встреча своей второй половины, наконец-таки, да. Здесь вот люди под венцом стоят, может быть, свадьба у кого-то случится, да, может быть, вы влюбитесь. А здесь, посмотрите, связь, заключенная на небесах, может быть, венчание, да, как вариант, что вы будете тоже праздновать, может быть, свидание у вас будет достаточно удачное, вы поймете, что да, вот с этим человеком я могу начинать строить взаимоотношения, да, я люблю этого человека, может быть, вам признаться в любви, или вы поймете, что вы любите, вы скажете об этом в своей второй половине, да, для тех, кто одинок, так это точно встреча вашей половинки здесь, я вас поздравляю.
Также двоечка кубков может говорить о том, что у вас будет партнерство с кем-то, да, то есть это не обязательно про любовь, может быть взаимодействие, допустим, в работе с кем-то, вы объединитесь, будете строить какие-то планы, может быть, организовывать какое-то дело, какой-то проект вместе с человеком, да, давайте еще достанем для вас карту. Восьмерка кубков, вы уходите от чего-то, ничего себе, да, может быть, вы расстаетесь, да, потому что двойка кубков, восьмерка кубков, то есть вроде бы любите, но уходите от этого человека, да, то есть если у вас какая-то накаленная сейчас ситуация в отношениях, может быть, вы решите уйти от этого всего. И восьмерка кубков это не про то, что человек разлюбил, да, это то, что человек оставил свои чувства, про то, что человек выбирает себя, несмотря на свои какие-то чувства и уходит, да. Третья карта у нас пятерочка кубков. Вы чего-то не замечаете, может быть, новых возможностей, может быть, к вам новые потенциальные партнеры приходят, а вы их не видите, вы, может быть, сконцентрированы на вот этих вот трех кубков, да, которые разбиты, разлиты, но сзади вас достаточно оглянуться, и есть те самые потенциальные партнеры, с которыми вы можете построить отношения, но вы почему-то горюете, сконцентрированы на этих, да? Может быть, какое-то дело, например, у вас что-то не получилось, и вы сейчас горюете поэтому и сконцентрированы только на неудачных каких-то не совсем позитивных моментах, да? Но здесь говорится, что все-таки вам нужно обратить внимание, оглянуться по сторонам, и, возможно, у вас будет что-то даже лучше. Давайте посмотрим на второй колоде, какие двери для вас будут открываться, дорогие козероги. Ого, карта мага, да вы посмотрите. Вы творец своей судьбы. Ну, не зря вот эта вот, да, карта вышла, что вы сами где-то отчасти можете выбирать неосознанно даже, сидеть в таких вот чувствах простроенных. То есть вы можете все изменить, и вам в мае месяце Вселенная дает такую возможность, такое право быть тем самым магом и творить свою судьбу. Вообще можете даже заскринить эту карту, например, и поставить ее себе на заставку, или же просто найдите именно карту мага, и поставьте ее, она будет вам приносить, конечно, удачу, особенно в те дни, когда вам нужно что-то решить, и чтобы было все так, как вы хотите именно. Я думаю, что карта мага, она сама говорит за себя, да, то есть вы творец, и все в ваших руках. Человек, который может управлять, который может выбирать, поэтому это также и про ваше внутреннее какое-то состояние, то есть вы должны быть уверены в себе, уверены в своих каких-то действиях, что вы это сможете, то есть вы должны себя настраивать, потому что Вселенная вам дает здесь такой шанс. Давайте еще одну карту достанем. Четверочка мечей. Но вы вот почему-то не замечаете, опять же, да, вы не замечаете, вот также по пятерке кубков здесь, почему-то вы не видите и не хотите, может быть, видеть эти шансы, вы на что-то закрываете глаза, но я думаю, что все-таки вы можете увидеть какой-то вариант, да, главное вот не пропустите его, потому что какая-то дверь может для вас откроется, но вот момент в том, что заметите ли вы ее, очень, конечно, интересно. Также еще одна карта, которая говорит о том, что нужно что-то делать, предпринимать активно действия, да, хотя бы, как говорится, лечь уже наконец-то в этом направлении, потому что земля еще здесь не паханая, человек только-только собирается что-то предпринимать, да, что-то делать. Чтобы получить вам урожай, нужно все-таки собраться с мыслями, да, увидеть какие-то новые свои возможности и приступать активно к действиям. То есть здесь все-таки поощрение на действие. Давайте посмотрим на такой вот новенькой колоде карт, очень интересных. Называется она «Чудеса и Цзинь», в таком китайском стиле. Очень интересная, очень красочная. Смотрите, просто какая прелесть. Достаточно такая объемная, но очень информативная. Вот давайте на этой колоде мы аккуратненько так ее перемешаем с вами, чтобы она у нас не разлетелась, она прям не помещается в руку. И вот так вот аккуратненько я вместе с вами все это дело вытащу. Так, давайте вот так вот. Прорыв, выход, вы посмотрите. Круто. Как только вы от чего-то уходите,
отпускаете, может быть, даже вы что-то прям любите, что-то вам очень сильно нравится, у вас есть привязанность, это может быть и человек, это могут быть и обстоятельства. Тут же у вас какое-то просветление на действие, так как только вы вот оглянетесь позади себя, вы увидите. Вот пока что вы идете слепо по этой дороге, но все-таки все предвещает к тому, что вы возьмете себя в руки в мае месяце и начнете активно действовать. И вот вам сама Вселенная просто говорит, что у вас будет прорыв. Это очень круто. Вот число 43, это может быть 4 и 3, может быть для вас какое-то значимое. Смотрите внимательно карту, может быть она вам что-то напомнит. Давайте достанем еще одну карту для вас. Стиснутые зубы. Давайте еще достанем одну карту. Внутренняя правда. Может быть, вы не хотите себе в чем-то признаваться, но вам как раз-таки нужно это сделать, потому что вы в преддверии прям глобальных перемен и прорыва. Вот как только вы поговорите с собой, договоритесь, самое сложное в нашей жизни действительно договориться с собой, у вас будет прорыв. Сейчас почему-то вы соглашаетесь с какими-то обстоятельствами, да, стиснутые зубы, может быть, не можете что-то сказать, о чем-то рассказать, жертвуя как-то собой, да, то есть вам от этой ситуации нужно в мае месяце уходить, поэтому направьте туда фокус и сместите его, разберитесь уже в этой ситуации и поставьте точку. Давайте на колоде Таро Светлого Провидца посмотрим для вас подсказочку от Вселенной, совет, что вам нужно делать, что нам хочет рассказать. Смотрите, ну просто 5 кубков, да, уже на второй вот у нас здесь, вот на этой колоде вышла тоже 5 кубков. Дорогие козероги, почему вы там горюете? Так, давайте еще достанем карту. О, колесо фортуны. Так, и еще одну. Карта силы. Да вы посмотрите, это просто прекрасно. Итак, как только вы перестаете, да, сидеть вот в этой вот энергии, копаться в этой ситуации, у вас сразу же перемены. То есть в любом случае, да, такой вот кармический, может быть, вы путь какой-то прошли, и сейчас изменения. И тут вот карта мага нам об этом говорит, да, что вы будете управлять всей ситуацией в мае месяце. И колесо фортуны, что все-таки какой-то кармический урок, какой-то кармический цикл у вас прошел. В принципе, может быть, у вас обновилась энергия, да, цикличность. Вот это вот каждые 7 лет мы обновляемся и становимся новыми людьми. Кто-то так вообще чаще. Вот, поэтому вы обретаете свою силу, какие-то новые возможности, силу воли. Совет от Вселенной, конечно, отпустить все свои какие-то негативные эмоции, то есть поработать активно в мае над этим, потому что вам Вселенная дает удачу, колесо фортуны – это удача. Можете заскринить эту карту или же найти ее, да, и поставить себе на экран телефона, она будет вам приносить удачу, потому что это и удача, особенно в те дни, которые, да, очень важна поддержка от Вселенной, от высших сил, и они вам говорят, что они вам дают эту удачу, то есть козырь у вас в рукаве на май месяц, дорогие козероги, точно есть, поэтому просыпаемся, не горюем, это точно не про вас, вас ждут новые горизонты, я желаю вам прекрасного месяца, ставьте лайки, подписывайтесь, записаться ко мне на личную диагностику можно, написав мне в одной из социальных сетей, я буду очень рада. Пока-пока. Водолеи, дорогие мои, привет, это ваш таро-прогноз на май месяц, давайте скорее смотреть, что же вас ждет. В конце, как всегда, мы посмотрим для вас подсказочку от высших сил, от Вселенной, что же она хочет для вас подсветить. Сегодня для вас я приготовила 4 разных колоды, они прекрасные, они говорящие, чтобы побольше узнать информации для вас. Итак, давайте начинать. Давайте посмотрим, что вас будет ждать в мае месяце. Четверочка пентаклей. Давайте вытащим еще 2 дополнительные карты. 8 мечей и 4 кубков. Как интересно. Ну, смотрите, давайте по каждой карте. 4 пентаклей про стабильность,
про то, что то есть деньги здесь есть. Но другой вопрос, какое количество, да, то есть, может быть, в этом месяце вам нужно больше заниматься накоплением денег, да, то есть поменьше как будто бы тратить, может быть, даже отказываться от чего-то, тут я забегаю вперед, да, может быть, в чем-то себя даже ограничивать, может быть, вы много тратили, дорогие мои водолеи, да, вы это любите, поэтому здесь совет все-таки не тратиться впустую, может быть, даже где-то жадничать. Я знаю, что вы вообще не такие, но иногда приходится, да, может быть, копите вы на что-то или будете копить, может быть, у вас какая-то цель, например, появится, и вы сами захотите себя ограничить во благо, да, чего-то, то есть, может быть, чтобы накопить там на квартиру, на машину или на какую-то классную вещь, которую вы хотите. Вот, может быть, вам кто-то придет по 4 кубков предлагать куда-то поехать, например, или еще что-то, вы скажете, не-не-не-не, мне это не надо, я вот тут вот сижу с своими монетками, мне нормально. Да, лучше я буду сидеть вот это вот, собирать монетки, заниматься накопительством. Поэтому, конечно, может быть и так. А вообще, может быть, что вы давно сидите уже вот в какой-то стабильности, и вы себя почему-то ограничиваете, потому что можете гораздо больше. То есть вам дают какие-то новые шансы, а вы не хотите их брать, потому что вы считаете, что вот мне хватает, мне как бы не надо. Мы дальше по раскладу посмотрим, да, о чем вообще в общей тенденции идет речь. Но вот задумайтесь. Давайте посмотрим на колоде Таро 78 дверей, какие двери для вас будут открываться в этот период. Ой, королева Пентаклей, вы посмотрите. Может быть, кто-то вам будет давать шанс на то, чтобы повысить свой статус, понимаете? То есть с 4 Пентаклей, может быть, с какого-то среднего дохода вырасти и заработать гораздо больше, повысить свой статус. Давайте достанем еще карты. Карта отшельника. Отшельник может говорить о том, что вы от чего-то опять же отказываетесь. Может быть, во благо своей стабильности, например. Может быть, вы не хотите идти на какие-то риски. И вообще отшельник, он идет вот туда, куда вот ему хочется. Он точно знает свой путь. И здесь вот прям он отворачивается от каких-то благ. Может быть, вы действительно сидите при какой-то стабильности и не хотите ничего менять. Хотя здесь говорится, что вы можете гораздо больше. По крайней мере, Вселенная вам об этом тонко намекает и говорит, что, может быть, уже даже пора. Ну, вы посмотрите, туз жезлов. Двери новые могут для вас открыться в этот период, дорогие водолеи, поэтому весь расклад об этом кричит. Вот то, что вы себе, может быть, напридумывали, может быть, вы где-то не верите в себя, да, что вы можете сделать больше, лучше, что Вселенная может в конце концов вам подарить что-то более глобальное, чем вы сейчас имеете. Но вы должны обратить на это внимание, потому что действительно у вас идет какая-то огромная возможность изменить свое материальное положение. Так, давайте еще посмотрим на такой вот прекрасной колоде карт, которую создала Надежда Беспалова, мой наставник. Я очень горжусь, потому что колода получилась очень крутая. Посмотрите, какие картинки. Каждая карта рисовалась. Это просто потрясающее творение, я считаю. Я очень рада, очень информативная колода. Давайте посмотрим на ней. Постоянство. Давайте достанем еще одну карту из этой колоды. Радость. И еще одну. Декорации, да, убранство. Может быть, в этом месяце у вас действительно сменится какая-то картинка, будет что-то новое для вас. Может быть, вот это вот постоянство, да, также 4 Пентаклей, она также говорит, да, про какой-то, может быть, даже застой или постоянство как раз-таки. То есть, может быть, не совсем оно приносит вам радость. И может смениться картинка, может быть, у вас в голове это сменится. То есть вы освободитесь наконец-таки от вот этих вот самых ограничений, и вы посмотрите на картину мира вообще с разных сторон. Обратите внимание, что здесь вот вверх дном дерево, да, то есть как будто бы под разным углом вы посмотрите на всю ситуацию. Конечно же, у вас в мае месяце идет радость, то есть вы будете довольны, вы будете счастливы этим самым переменам, и что вы для себя откроете что-то новое. Итак, дорогие водолеи, давайте посмотрим для вас
подсказочку от Вселенной на прекрасной тоже колоде Таро Светлого Провидца. Она сама за себя говорит. Итак, карта силы, вы посмотрите, силы вам дают, да, высшие силы вам дают силу преодолеть все препятствия, может быть, даже какие-то свои личные страхи, ограничения, то есть у вас будет эта возможность. Восьмерка Пентаклей, вы посмотрите, вы идете в работу, Вселенная вам говорит, да, работай над собой, тебе дается сила, чтобы все изменить. И здесь и творческий процесс, понимаете, будет активный, посмотрите. То есть все-таки, да, обратите внимание на какие-то новые возможности, не упускайте их ни в коем случае. Так, ой, ну 2 карты мы вытащили, посмотрите, восьмерка жезлов и колесо фортуны. Вот это да, у вас меняется конкретно картинка, у вас меняется энергия, да, может быть, какой-то кармический процесс у вас прошел сейчас, может быть, это и был ваш какой-то кармический урок, да, избавиться от своих вот этих внутренних ограничений и страхов. И сейчас вам Вселенная говорит, ну все, пора действовать, пора. Хватит сидеть, хватит думать об этом, хватит себя ограничивать. Давайте еще одну для вас карту достанем, дорогие водолеи. Паш мечей, какая-то информация новая, может быть, будете что-то изучать вот касательно вашей работы, что-то вам придет, какой-то даже инсайт, да, то есть это смена мыслей. Опять же, у вас здесь были ограничения, и вы от них уходите, да, то есть на 2 колодах показалось, что вот, пожалуйста, обновление, это интерес к чему-то новому, то есть заново что-то начать, может быть, начать какое-то дело. Но здесь по всему раскладу у вас точно даются и силы, и возможности, и сама, да, фортуна к вам просто, посмотрите, поворачивается стороной. Карта силы, старшие арканы у вас вылезли. Просто замечательный расклад. Используйте эту силу, этот подарок от Вселенной. Она вас слышит, обязательно обращайтесь к ней. Не забывайте просить советов и подсказочек от Вселенной. Дорогие водолеи, это был ваш таро-прогноз на май месяц. Я желаю вам прекрасного, продуктивного месяца. Выбирайтесь из своих капканов, выбирайтесь из ограничений. Вселенная вам сопутствует, она дает вам силы и удачу, чтобы справиться обязательно со всеми трудностями. Я в вас верю, у вас обязательно все получится. Пока-пока. Рыбы, дорогие мои, привет, это ваш таро-прогноз на май месяц, давайте скорее смотреть, я подготовила для вас 4 разные колоды, очень интересные, очень информативные, чтобы мы с вами разгадали эту загадку на май месяц и знали, куда точно направить свои силы, свою энергию, где подстелить соломинку, и в конце посмотрим для вас обязательно совет, подсказочку от Вселенной. Давайте начинать. У нас первая колода классическая. Посмотрим, что же вас будет ждать в мае месяце. Рыцарь мечей, ничего себе, вот это вот у вас будет энергия, конечно, просто рвать и метать, как говорится. Может быть, вы будете даже где-то проявлять излишнюю пылкость, агрессию, может быть, какая-то информация вам не совсем понравится, может быть, вы будете активно отстаивать свою позицию, отстаивать свои границы, да, может быть, какая-то быстрая информация, что вы... Может быть, кто-то придет к вам вот в таком настроении, что-то ему захочется или ей повыяснять, какую-то информацию будет от вас требовать. Также эта карта, когда, может быть, вы будете проявлять ревность или по отношению к вам будут проявлять ревность какую-то, да, это даже может быть и какая-то зависть, да, будьте осторожны, потому что люди в этот период будут как будто бы злиться на вас или даже завидовать вам. Давайте достанем еще 2 карты. Карта Иерофанта и 7 Пентаклей. Иерофант — это всегда про то, что высшие силы, они вместе с вами, да?
Также это про то, что вы можете обращаться, например, к религии больше, или же к человеку, который может как-то повлиять на вас, дать вам какой-то дельный совет. Вы будете нуждаться в этом, в каком-то совете, в каком-то наставлении, напутствии. В этот период вы будете сталкиваться с какой-то разницей, да, может быть, вы встретите человека, вот того самого рыцаря Пентаклей, и вы будете, ну, вот в чем-то ощущать, что вы разные. Это может быть разный менталитет, разная культура, может быть разная религия, да, то есть так или иначе может быть что-то вас с этим человеком, да, разграничивать. Семерочка Пентаклей у нас про ожидание, то есть урожай у нас уже здесь посажен, и мы ждем, когда же уже мы сможем что-то с этого получить. Давайте посмотрим на колоде Таро 78 дверей подробнее. Ой, посмотрите, здесь у меня было вот прям на дне колоды паж, да, который стучится в дверь с какими-то новостями. Вот, может быть, вы ждете каких-то новостей. Сейчас мы более подробно посмотрим, чего же вы ждете, дорогие рыбы. Троечка мечей, как интересно. Так, восьмерочка мечей, очень интересно. Так, так, так. И король мечей. Давайте по порядочку. Как много мечей у вас в раскладе, дорогие рыбы, очень интересно. Ну, смотрите, вы уходите от разбитого сердца, да, то есть, может быть, какая-то ситуация настолько уже вам досадила, принесла неудобство, дискомфорт, боль, страдания, что вы решаете, что все, нужно от этого уходить, потому что это как страшный сон, страшный какой-то кошмар, давление на психику, вы уже просто не можете. Может быть, здесь появление нового человека в вашей жизни, вот тот самый король мечей, который к вам придет, да, как только вы вот уйдете из какой-то старой ситуации. Вообще по иерофанту также это может быть очищение от чего-либо или же от кого-либо. Давайте еще достанем пару карт, чтобы картина была яснее. Ого, король жезлов, ну у вас здесь прям все короли практически собрались. Король жезлов, король мечей. Может быть, вы будете знакомиться с новыми людьми мужского именно пола, может быть, времяпровождение с вашими друзьями как вариант, или же может быть, вы будете работать с этими людьми непосредственно, да, то есть по большей степени в мужском коллективе. Девяточка жезлов, смотрите, осталось буквально чуть-чуть, да, то есть дом уже готов, все готово, осталось поставить только дверь. То есть если вы какой-то проект, например, затеяли, придумали его, то сейчас вы можете это доделать, что-то вот на чем-то поставить также точку, что-то будет доделано у вас в этот период, вот прям завершение чего-то, завершение какого-то процесса, вот осталась совсем какая-то маленькая деталь. Четверочка мечей, чего-то вы не замечаете новую дверь, вы не видите ее. Как интересно, давайте еще карту достанем. Ну, посмотрите, кто-то у вас на пороге может заявиться с подарочком, с какими-то новостями. Но здесь у вас, конечно, все про то, что как только вы уходите от своих, да, переживаний, страданий, у вас здесь и новости, и ощущение, что у вас вот откроется видение новое, новая дверь, можете завершить какой-то проект в этом месяце, очень интересно. Давайте посмотрим вот на моей новой колоде карт. Карта называется «Чудеса Эдзи» в таком китайском стиле. Вы посмотрите, просто какая красивая колода. Я не могу нарадоваться. Очень информативная, разговорная. Давайте я аккуратненько вот так перемешаю, потому что она достаточно увесистая, чтобы карты у нас с вами не разлетелись. Итак, еще не конец. Так, давайте еще для пояснения, для понимания творчества. Так, и третью карту убыль. По карте еще не конец, это может быть как раз-таки, что есть какое-то незавершенное дело, но, как мы уже увидели, вы стремитесь к этому, да, здесь тоже говорит, что еще не конец, еще не завершен процесс, он только-только буквально вот подходит к своему логическому завершению. Я думаю, что это касается какого-то вашего творчества в этот период, то есть вы будете активно заниматься этим, активно заниматься работой, да, то есть творить что-то.
Здесь вот по карте убыль, здесь такой вот совет дается, да, что может быть поменьше как-то тратить деньги, или же вы будете тратить деньги, например, на свое обучение, на свое творчество, может быть, вы вообще делаете ремонт, например, дома, и вот поэтому вы будете как бы, да, тратить деньги, например, на что-то, да, чтобы завершить этот процесс, какое-то дело. Давайте посмотрим для вас, дорогие рыбы, совет, подсказочку от Вселенной, что же она хочет вам рассказать, какую тайну она хочет вам поведать в этом месяце. Итак, король Пентаклей, ну посмотрите, это классная карта. Так, давайте еще. Карта мага, просто потрясающая. Рыцарь жезлов. И еще одну карту хочу для вас, и карта силы. Просто потрясающий набор, я считаю, 2 аркана, да, старше, посмотрите, как интересно. То есть в плане финансов будет все очень стабильно в мае месяце, каких-то крушений не стоит ожидать. Единственное, что здесь, да, вот по карте убыль, вы можете на что-то тратить деньги. Я думаю, что это связано с вашим каким-то делом, творческим процессом, да, или же, может быть, даже обычные какие-то бытовые вещи, да, то есть, может быть, вам нужно все хорошенечко рассчитать, просчитать в этот период. Но все-таки деньги будут, да, деньги придут. Вы, в принципе, довольны своим положением по карте мага, вы управляете ситуацией, то есть в мае месяце точно все будет так, как вы захотите, и это очень классно. Может быть, вы будете заниматься какими-то практиками, может быть, взаимодействовать с людьми, да, которые занимаются этими практиками, будете обращаться, например, приходите ко мне на консультацию, я буду очень рада. Также, да, рыцарь жезлов, новая энергия, когда хочется что-то делать, хочется творить, хочется познавать что-то новое, энергии достаточно много, у нас здесь вот на заднем фоне, да, лошадка скачет, то есть это вот такие прям силы. И здесь вот у нас карта силы, как раз таки высшие силы вам говорят, что силы будут даны, чтобы преодолеть все препятствия, вам будет дан тот самый ключ от своей судьбы, что вы сможете поменять любую ситуацию, повернуть в свою сторону. Я за вас очень рада, дорогие рыбы, принимайте скорее расклад, ставьте комментарии, ставьте лайки, прекрасного вам мая месяца, я вас люблю, пока-пока.